Всем привет, вы на канале Польза.нет, и сегодня мы с вами будем обсуждать, что может вот этот телефон в плане автономности. То есть мы много очень и часто говорим о том, что телефоны будут жить столько-то, телефоны будут жить столько-то, и вполне возможно, телефоны иногда столько и живут. Но чаще всего основной вопрос у нас по поводу очень-очень дорогих телефонов, это как долго они у нас смогут жить, если их использовать в играх. Так вот, игры лучше всего у нас имитируют одна вещь. Это стресс-тесты в Antutu. Можете кто-то со мной не согласиться, но я считаю, что именно так. Так, кто-нибудь меня слышит? Если слышите, поставьте плюсик. Если не слышите, поставьте минус. Нет, 10 миллионов это не донат. Пишем, слышно хорошо или нет? Отлично. Less Player, привет. Опа, все у меня падает, но ничего, так всегда бывает, особенно на моих стримах. И это обычно в первую минуту происходит, а потом у нас все будет с вами хорошо. Сейчас я включу музыку, чтобы не было так скучно или грустно. И основная миссия сегодня – это понять, сколько вот эта штука у вас будет работать в PUBG, либо чем-то подобном, каких-то подобных тяжелых приложениях из разряда игрушек. Потому что, когда о телефоне говорят, что я вот в PUBG могу 3 часа в него долбиться и т.д. и т.п., это все чуть-чуть вранье. Обычно стресс-тесты в Antutu как раз и имитируют нашу работу в подобных игрушках. 5 секунд и сейчас выберу музыку. Все, в принципе, готово. Может быть, вы ее будете слышать. Скорее всего, будете слышать. Может быть, чуть-чуть забанят потом монетизацию, но это не страшно. Параллельно можете задавать какие-то вопросы по девайсу. Так, дождался. Привет. Добрый вечер. Слышишь? Слышно? Тимур, да, мне телефон нравится. Все, Сет, привет. Девайс, да. Давайте начнем. Спасибо за лайки, спасибо за то, что пришли. И стрим, я надеюсь, будет довольно быстрый, но в основном, как вы прекрасно понимаете, он для своих. Даже обрезать потом ничего не буду, чтобы примерно представлять, как долго телефон может жить в играх. Я понимаю, что 20 тысяч для игр это довольно круто, но с другой стороны, а где дешевле игровой телефон можно будет достать? Все видят, что 100% у нас, 100% заряд, 4G мы отключим. Давайте у нас будет Wi-Fi только для чистоты эксперимента. И начнем. 15 минут понеслась. Слышим, видно, ждем топ-стрим. Ну, Васа, может быть, топ-то и не будет, но как сможем, так и проведем. Самое главное, это чтобы вы задавали вопросы, потому что этот стрим будет довольно такой лайтовый, в плане рассказывать мне по большому счету не о чем, ну, если только сжато, что мы планируем делать. Я наклею, скорее всего, изоленту на телефон для того, чтобы точно, примерно, опять же, ну, более примерно и более точно, чем просто на зеркальной поверхности измерять температуру. Будем измерять температуру через каждый стресс-тест и примерно прикинем, может быть, даже не до конца, не до нуля, но как долго он сможет жить. По-моему, Mi 9, если мне не изменяет память, но я делал это не на стриме, у нас прожил около часа. Ренат, привет. Яблочный раб, привет. Да неизвестно, вроде 26-го глобалка будет. Сколько стоит данный девайс в рублях? Надежда, если вы будете брать через китайских друзей, ну, допустим, у меня товарищ на Дальнем Востоке, он мне купил его за 21 тысячу, там 21-23, где-то так вместе с доставкой вышло. А так на Пандау я видел 33 тысячи, но это бред. Я думаю, на Алиэкспрессе он будет в районе 26. И опять же, здесь у нас 8 гигабайт оперативки и 128 на борту. Чтобы вы все прекрасно понимали, я этот аппарат не рекламирую, просто он мне попал в руки. Я являюсь, как это сформулировать, больше даже хейтером Xiaomi в плане таких девайсов. И после Mi 9, который я очень сильно раскритиковал в своих обзорах, вот этот девайс мне мало сказать нравится. Он прямо работает неплохо. Может быть, это потому, что я наконец-то купил 8 гигабайт оперативы, что после моего Redmi Note 7, который вот сейчас у вас будет представлен здесь, вот он, Redmi Note 7 у меня. Мы, кстати, даже можем, здесь 31%, может быть, у меня здесь есть тоже Antutu, и можем его затестить тоже. Нету.
Могу пока... Не буду скачивать даже. Смысл? Если мы с вами тестируем данный аппарат, то будем его тестировать. Так, что смотрел? Сколько на Али Надежда совпадает? 8 гигабайт сколько на Алиэкспрессе сейчас стоит? Я пока не видел, если честно, в продаже. Ждем презентацию 26 сентября. Ух, как я жду. Mi Mix 4 это вообще крутая тема. На Али можно через купон сэкономить. На Али можно много как сэкономить. Можно взять кэшбэк раз, кэшбэк карты 2, купоны Алиэкспресса 3, купоны продавца 4, еще выпросить у продавца какой-нибудь скидон параллельно, и в итоге получится даже очень неплохо. Плюс у вас, конечно же, будет какая-то, но гарантия. Я не понимаю, почему, но у меня опять начал глючить фокус. Давайте не будем фокусировать тогда на телефоне. Телефон благополучно мы развернем. Потому что все и так понятно, 20%. Заказал за 6500 Евгений на JD 8 гигабайт. Часы у меня это самый хайповый на данный момент ролик на канале. Это у нас Amazfit GTS. Вот. Amazfit GTS, на него уже был обзор. Это у меня Amazfit Beep Lite, их я тестирую. А 6-гиговый нет, это не то, Надежда. Вот это 8-гиговые, они, наверное, на процентов 15 все-таки по цене отличаются. Про-версия на JD 8128. Евген, скинь мне, 16500 это прям очень дешево, это дешевле, чем официальная цена. Хотя, возможно, они таким образом продвигают себя. Вот. Так, дальше. Что у нас сейчас, подождите. Оригинал. Он мне предлагает различного вида обработку на стриме. Так, будешь брать Mi 9 Lite? Нет, не буду. Xpods или Meizu Pop 2? Не знаю. Мне Meizu Pop нравится слишком сильно, чтобы я с ним что-то сравнивал. Я пропустил, а что за 10 миллионов? 10 миллионов просмотров, друзья. Я понимаю, что сейчас стрим такой не особо хайповый, а это из разряда давайте в середине недели просто встретимся и поболтаем. Вот. Евген, спасибо. Вы мне в ВК, надеюсь, скинули, да? Потому что здесь ссылки блокируются. Я думаю остаться на своем кусительном Asus Zenfone TTT круть. Стоит ли покупать Beep Lite? Нет, яблочный раб, точно не стоит. ВК окей, спасибо большое. Так, ну я после что косячидо в BIP покупать не буду, хотя наоборот часы накрылись, я забил на ходьбу. Ясно? Кстати, он на глобалке или Китай? У меня Китай, потому что глобалки на данный момент, друзья, нету. Привет, что лучше взять для бега, Verge или Pace? На Stratos не хватает. Pace, конечно, туда можно будет потом нагрудный датчик повесить. Что лучше, Air 2 TVS или Wayfan Xpods 3? Xpods 3 будет надежнее, но это одни вкладыши, другие затычки. То есть в Xpods будут лучше басы. NFC это прям нужная штука. Инал, я скажу вам честно, вот у меня, я не буду палить, но вот карточка Сбербанка. Вы уже поняли, да, что у меня просто тупо карточка, и я не пользуюсь NFC. Потому что, в принципе, через NFC можно... Я знаю, как через NFC красть деньги. Вот. Через карточку, то, что у вас попытаются там даже задний код взять, ну, довольно сложно. Тимофей, я рад, что вам нравятся мои стримы. Вот, что еще я могу сказать. Сегодня я выгрузил обзор на такие наушники, он 4-минутный. Не думайте, что это попытка их продать, опять же, потому что просто после последние, которые у меня были, во-первых, у меня постоянно спрашивают по поводу фейков AirPods, чтобы дешевле купить. Вот эти стоят всего 26 баксов. Сейчас они 30-ку весят, всего 26. Прошлые у меня вообще стоили 4500 рублей, но те мне заслали, эти я купил. И разница есть все равно, потому что здесь нет номеров, вы их не сможете продавать как подделку. А так, вот сегодня что я выгрузил. Следующий у меня будет выгрузка, это GTS против GTR. Я уже примерно накидал обзор, может быть даже завтра что-то попытаюсь сделать, послезавтра выгружу. Стримы так часто не будут, это просто сейчас вот меня накрыло, чтобы сделать вместо обзора стрим по поводу того, как долго может телефон жить. Вот смотрите, 43% съела всего 2% заряда. Я очень удивлен, потому что на Mi 9 было бы совсем по-другому уже. За 50% стресс-теста он бы съел минимум 7%. Он, кстати, процент в процент ел обычно. Дальше. Flame, еще один подобная выходка. Не закидывайте сообщения, не успеваю читать. Где весы покупал? Весы вот эти конкретно. Напишите мне в ВК, я вам скину ссылку. Не будем устраивать телемагазины стрима.
Так, Рената, если я возьму китайскую версию, ее можно будет перепрошить? Вполне возможно, да. 99% что да. Можешь сделать обзор на наушники Meizu проводные EP2X, если на то кидать тебе ссылку на них или сам найдешь. Скиньте, но Meizu не особо популярные наушники, поэтому так. Просто зритель. Да, это неожиданно для меня самого, потому что я пришел с работы, быстро накидал, накидал я давно уже, как давно? Вчера. Вчера я накидал текст под наушники, супруга помогла с аудюхой и вот выгрузил на R2 TVS наушники и очень хотел сделать стресс-тест, но я не считаю, что вот высасывать из пальца по поводу Redmi Note 8 Pro стресс-тест, как я делал с Mi 9, это разумно. Вот мои подписчики, во всяком случае, сейчас увидят, как долго он может жить. Я думаю, до 50% мы доведем, посчитаем, сколько стресс-тестов он переживет, может быть, даже и до нуля. Посидим, посмотрим, сколько нас соберется. Так, и я думаю, я имею моральное право раз за 10 минут попросить лайки. Кто не забыл, поставьте. Вот, 48-49 уже, может быть, до сотки доведем на таком лайтовом стриме. Какие часы взять за 5000 рублей, яблочный раб? MSFit BIP купите и все. Блин, стрим накрылся. Почему? Нет. Почему накрылся стрим? Аккум заказать? Какой аккум? Сколько по времени заряжаются? Что именно? Если телефон около 2 часов полностью за 56 минут на 50%. Сергей, спасибо за лайки. Так, или лучше Meizu Flow за 4000. Инал, скинь. Вот, Инал, ты меня уже, если честно, поддостал с наушниками. Так, 6 на 68 8 Pro сколько будет стоить в России, как думаешь? 15 будет? Если через наших продавцов, то вполне возможно. Перезагрузите, и будет вам счастье просмотра. Да, Васа, я не думаю, что сегодня что-то должно лагать, потому что отключено у меня практически все. То есть мешать стриму ничего не должно. Дальше, что у нас еще с вопросами? Могу порассказать вам чуть-чуть про Redmi Note 9, Redmi Note 8, все-таки для этого мы с вами собрались, правильно? Так, ты топ, спасибо большое, Илья. Так, привет, помнишь меня? Я просил тебя играть в PUBG Mobile, а ты скачал именно Frontline, скажи его это медленно, не понимаю. Санька, привет, неожиданный стрим, как ты? Ярослав, норм, Евгений 14, не знаю, что это значит. За сколько покупал? Я за 21, но для того, чтобы быть первым. Но у меня 8 гигабайт 128, это очень круто, как кто-то здесь писал, что за 15 можно купить, или за 16. Будет ли обзор на простой Note 8? Нет, потому что он такой же, как Note 7, а Redmi Note 7 Pro, точнее обычный, вот у меня в руках, зачем мне делать на него обзор? Может быть, я сравню с 8 Pro, они одинаковые вообще с 8. Наушники — это все три кита твоего канала. Инал, если ты посмотришь, на чем мой канал стоит, это точно не на наушниках. И по статистике, с Huawei, да, Huawei заряжен Stargate на 100%, поэтому сегодня мы будем с вами болтать с нормальным качеством звука. Вот скажи про Blizzard и телефон. Будешь коллаб с телефоном или игра выйдет на обладателей? Не понял этого. Евген, я не понял, что вы спрашиваете. Серега, блин, Mi 9T хороший телефон или что? Или что? Хороший телефон. Mi 9 вообще хорошие все. Просто вопрос к чему? К тому, что вы от него ждете. С Mi 9 не видела обзора в 2 словах. Надежда, греется он слишком сильно, и тротлинг у него приличный. Привет, будет ли обзор на MSFit? Опять же, Надежда, сейчас вернусь к вашему вопросу. Возможно, поменяли прошивку, и с ним все окей. Просто я обычно тестирую аппараты, как только они вот как пирожки выходят. С телефонами, с часами обычно они их допиливают Xiaomi потом, так же, как и MSFit. Игорь, сегодня стрим просто мы делаем стресс-тест для нашего Redmi Note 8 Pro. Посмотрим, что с ним случится за несколько стресс-тестов подряд. Измерим температурку. Давайте сразу наклеим нашу великолепную изоленту, которую мне советовали не раз наклеить. 75% от первого стресс-теста съело 4% от заряда аппарата. Если в Redmi Note Pro беспроводная зарядка? По-моему, нет, 99% что нет. Надежда, пожалуйста, как ты думаешь, брать Galaxy Watch или другие часы? Эрик, все зависит от ваших целей и задач. Если для спорта и уведомлений, то подойдут любые MSFit. Если для полного фарша, то лучше Apple Watch 5 брать. Но, опять же, нужно готовиться их часто заряжать. Когда GTS в России появится? Сани не знаю, но сейчас в Китае, вот я с человеком списывался, который мне покупал, их навалом. Можно покупать через него, можно покупать через любые другие сторонние организации, которые через Китай могут заказать. Можете через ссылку в описании к видео, но пока я не нашел на Алиэкспрессе достойных
достойных продавцов, да и вообще продавцов вот этих GTS, потому что они на китайском, и вы замучаете просто продавана, когда у него купите их. Дальше, а Honor 9X появится на обзор, он вроде поинтереснее. Nexus, не знаю, ну у меня пока не заходят на телефоны обзоры, посмотрим, не обещаю. Sunny Channel, дядь, ты молодец, отличный канал. Sunny, у меня отличные зрители, я здесь не подмазываюсь, я серьезно считаю, что у меня мыслящие зрители, потому что здесь дело в том, что канал не ориентирован на молодежь. У меня всего 4% пользователей до 18 лет, все остальные, вот мы взрослые дяди, тети, девочки, девушки, но за 18. Вот, поэтому вот так. Главное без мата, правильно? Слышал про Amazfit Smart Watch 3, будет обзор. Владимир, они вроде бы продавали 10 числа, я перевел человечку деньги, который должен был мне купить. Он не смог, но мне кажется, потому что они не продавали их. Они сказали, что продали 1000 штук, найти их у перекупов мы не смогли. 26 сентября они начнут снова их продавать, я их закажу и сразу же куплю. Ну и сразу же сделаю на них обзор. Здравствуй, как относишься к Asus ROG Phone? Помнишь меня? Артем, да, помню, Asus ROG Phone круто, но дорого. Мне говорили, что Redmi Note 5 гнется, так как он из алюминия. Не знаешь, что Redmi Note 7 Pro не так? Не знаю. Вот Redmi Note 7... Вы видели, кстати, не один канал делал обзор на его гнутых. Вообще сломать, если честно, любой телефон можно. Вот эти, главное давление и ручки. Если у вас крепкие ручки, вы сможете все. Владимир, пожалуйста, скажите нормальную большую трубку за 20 в больницу, чтобы поиграть и посмотреть, норм было. Серега, норм трубка за 10. Вот, Redmi Note 7 с 4 гигабайтами оперативы берите и все. Дальше. Крутой стрим. Впервые отвечаю на вопросы вживую, в восторге. Надежда, это формат моих стримов. Не забываем, кстати, поставить лайк. Кто еще не поставил, давайте до 100 доведем, потому что стрим такой, без какой-то определенной темы, кроме бедных стресс-тестов, бедного аппарата, который, надеюсь, не умрет и тем самым себя не уничтожит в наших глазах. 94% стресс-теста, 94% заряда телефона, 6% пока только съел. Будет Redmi 8A вообще? Не уверен. Note 5 не гнется, проверено. Но это с какой силой гнуть? Мне 10. Эрик, очень приятно. В 10 тоже есть мыслящие люди. Даже в 7 есть. Стоит ли брать Mi 9 Lite на AMOLED? В основном стримы, кстати, молодежь и смотрит, потому что у нас у взрослых дядек и тетек есть дела вечерние. Поэтому я не надеюсь на то, что стрим смотрит кто-то взрослый. Хотя, может быть. Мой Redmi Note 5 не гнется. Круть, говорю, опять же, смотря как нажимать Диана, но лучше не проверять. Стоит ли покупать Honor 10 Lite? У меня слабость к Huawei-евским и Huawei-евским телефоном, потому что вот стрим как раз на такой телефончик. И вообще Huawei и Honor довольно хорошая фирма. Фирма одна-то Huawei, но вы поняли. Второй раз на стриме, норм зачет. Доктор Док, я зачастил со стримами, я не извиняюсь, потому что здесь тема все-таки актуальная, но вообще у меня они обычно раз в неделю. Вот. Просто так сложилось, что вроде бы ничего, тема есть, почему ее не реализовать. Так, самый первый стресс-тест. Тротлинг уже есть, притом бодрый. Никаких обнов не прилетало с прошлого стрима, и у нас 94% заряда батареи, то есть 6% съели. В следующий раз смотрим, сколько будет, да, товарищи? И смотрим сразу температуру 41 градус, в общем, проще говоря. Разворачиваем, чтобы никому не мешало. Температура 41. Никита, да, олды на месте, взрослые смотрят. Ну, отлично, Алекс, я очень рад. Как тебе iPhone SE в 2019-м? Я скажу вам честно, канал Майла, я уже созрел, чтобы купить супруге iPhone 11 Pro, поэтому о остальных телефонах я стараюсь не думать, чтобы не совращать себе мыслью, что можно iPhone X купить или еще что-то подобное. Вообще, iPhone это хорошая штука, но на них очень много денег надо. Температура окей. Температура 41 градус, я же сказал. У меня были Redmi Note 5, и он в кармане не гнулся ни разу. Сейчас Redmi Note 7 и тоже норм. Лонцик, я ничуть не сомневаюсь. Я вот сам Redmi Note 7 пользовался и, наверное, буду еще пользоваться, потому что телефон, во-первых, не жалко, и он чуть-чуть дешевле десятки. Даже если с ним что-то случится, ты его потеряешь, еще что-то. Но царапается он на ура, это факт. Что скажешь насчет Meizu 16 XS? Даниил, пытаюсь с Meizu договориться, чтобы они мне скидон сделали. Пока не сделали, не очень хайповые у них аппараты, но мне интересно на них бы было сделать обзор. Xiaomi, понятно, никогда не договорюсь, потому что маленький я. Но все равно про Xiaomi-шные телефоны, может быть, даже 9 куплю, если этот смогу продать.
Есть какая-нибудь инфа о Stratos 3, когда появится в продаже? Андрей, 26 числа. Армен, да, трансляция. Тимофей, мне 13, но я смотрю видео. Тимофей, я подозреваю, что вы подросток, потому что у вас много вопросов. Помнишь меня? Ну, на таких, как вы, кстати, и держатся подобные стримы. Помнишь меня? Я просил тебя играть в PUBG Mobile на прошлом стриме, где ты взял топ-1. Я помню, я с удовольствием это сделаю, я об этом подумал, но, товарищи, я не смогу на стримах сейчас, точнее, загрузить видео данное, потому что меня 2 суток не было дома, я домой пришел, сделал обзор на как раз вот эти наушники и начал стрим, потому что меня осенило, что на Mi 9 я делал подобную штуку из разряда сколько съест батареи, несколько стресс-тестов и сколько стресс-тестов понадобится. Вот. А сейчас нет у меня желания делать подобный обзор, поэтому мы на стриме сейчас пообщаемся и заодно узнаем, что и как. Есть ли в России Redmi Note 8? Пока нет. Я взял себе Mi 9T в видеошопере за 19К, доволен как слон. Никита, не сомневаюсь. Дальше Mi 9 Lite или Mi 9 Note 8 Pro. Я бы Note 8 Pro в полной фарше взял бы. Думаешь, стоит переходить на iPhone с Android? Владимир, все зависит от денег. Stargate приятно. 18, мне 35 Stargate. Redmi Note 7 Pro больше 10, если в России брать. Айнур я брал на Тмоле, мне обошелся в 9300, я уже рассказывал как. Go-тест со свечой нет, у меня соседи, Армен, меня не сегодня, давайте, днем, когда будет стрим в воскресенье, не начинай играть в PUBG, надолго засядешь. Артем, да нет, я уже не ведусь на это, у меня свой наркотик, это конкретно YouTube, наверное, все-таки. Пилить ролики для вас и для себя в первую очередь, потому что это мое творчество, мне это интересно делать. Разбираться во всяких девайсах, особенно в тех, которые еще никто не тестил. Дальше... Грани не сотрутся через полгода? Возможно, сотрутся, но я не думаю, что вы будете носить это дело без чехла. Дальше у меня 4X, есть смысл обновиться на него или нет? Артур, решайте сами. Я вообще считаю, что телефон в первую очередь должен просто звонить. Пока по самой топ это Xiaomi Redmi Note 4 Pro неубиваемый. Да нет, у меня был Redmi Note 4 и он был тоже неубиваемый. Прожимаем лайки, спасибо, Тимофей. Стоит переходить с Xiaomi Redmi Note 4X на Redmi Note 8 Pro? Повторяю, если вам не нужно просто звонить, то да. Не подноси рот близко к микрофону, а то я же испугался. Вообще у меня петличка, но хорошо. Опасно ли Redmi Note 8 Pro нагревается до 50 градусов? Нет, не опасно, у меня ноутбук нагревается до 70. Просто термопасту надо менять, а телефоны желательно менять раз в 1,5 года, чтобы они вас не разочаровали. Huawei скоро будет Smart. Нет, Анал, я так не думаю, слишком большая фирма. Договорятся они. Это же одни и те же люди, владельцы мира. Добрый вечер. Существуют ли достойные ТВС-наушники с aptX HD? Всеволод, я сижу на Алиэкспрессе с 2 в корзине наушниками подобными. Меня душит жаба в прямом смысле, потому что многим людям они не нужны. И даже если я куплю их, а я их куплю, скорее всего, эти 7000, каждые наушники будут стоить по 6-7, они не то что как кость в горле у меня встанут. Но, во-первых, я их никуда не дену, а во-вторых, они не особо такие популярные. Пока у меня нет топового плеера с aptX HD, хотя есть телефоны, которые поддерживают данный кодек, конкретно P20 Pro, по-моему, поддерживает. Есть у меня эта идея, я точно куплю эти наушники, точно расскажу, но не в ближайшие 2 недели. Потому что видите, как много новых аппаратов интересных выходит, стоят они космос. Вот сейчас с Amazfit'ами вот эта волна закончится из Xiaomi, и обязательно куплю я эти уши. Ладно, потом посмотрю, всем удачи, не забываем лайки. Дмитрий, огромное спасибо. Не обязательно смотреть мои стримы, достаточно слушать их, потому что в основном мы общаемся, и это как... такая альтернатива из разряда вроде бы и стрим, а вроде бы и больше походит на подкаст. Но это мне хочется так думать, что это похоже на подкаст. TicWatch нормальные часы или такие же, как Лемфа? Дмитрий, Дима, они подлагивают на данный момент, я их тестирую. Обязательно в течение 2 ближайших недель, когда нормально их прокачаю и проверю, сделаю на них обзор. У меня супруга ими пользуется. На данный момент скажу так, что они в стоке продаются с довольно плохим ремешком. Так, AMOLED-экраны быстро выгорают или могут жить 2-3 года? Да могут они жить 2-3 года. У меня нет никаких кодеков, да и не надо. Если у вас есть мини-джек, зачем вам кодеки? Что скажешь про Redmi Note 7 и Redmi AirDots? У меня есть обзоры на это, Илья. Все норм. Все норм, но со своими минусами. Смотрите. Обзоры на канале. Никита, Redmi AirDots стоит ли брать для бега? Наверное, стоит.
Ну, как бы есть других альтернатив очень много. Сколько стрим будет длиться? Эрик, как пойдет, пока длится. Ладно, до скорого, ненадолго заскочил отдохнуть. Лайков маловато. Да ничего, зато у нас 105 лайков, и мы в тельняшках, и смотрят 100 человек. Точнее, не смотрят, я бы сказал, что мы общаемся в количестве 105 человек. Мини-джек есть, а рабочих наушников с ними нет. Только QCY, QS2. Но это неплохой вариант. Вы ведь его сейчас будете разрушать. Что именно я буду разрушать? Так, дальше. Какую зарядку Quick Charge 4.0 купить? Армен. Они дорогие очень. Пока у меня не было зарядок Quick Charge 4.0 и нет аппаратов, которые их поддерживают, поэтому я вам советовать не смогу. На Алиэкспрессе то, что продается, это довольно сомнительные штуки, даже Quick Charge 3.0. Но если не какой-нибудь там Нилкины или какие-то топовые, потому что одни зарядки стоят 120 рублей, другие зарядки стоят 300 рублей. Поверьте, те, что 120 стоят, намного хуже и могут убить ваш аппарат. Топовый аппарат, если он поддерживает Quick Charge 4.0. Так, ты быстро... ZR ты так быстро на все отвечаешь, жалко тебя, больше вопросов писать не буду. Да нет, как раз спрашиваете, вопросов не так и много, сегодня всего 100 человек на стриме. Обычно 300 человек, когда сложно отвечать, и когда кто-то спамит стол, сложно отвечать. Я режу салат и слушаю стрим. Сергей, приятного вам в будущем аппетита. Если вы столкнетесь с чем-то логичным, то вспомните, что топовые телефоны Meizu 16 поддерживают aptX, и обе версии Meizu Pop не поддерживают. Так, Meizu 16, вопрос, Инал, они aptX HD поддерживают или aptX? Это чуть разные кодеки. Так, 52%, второй стресс-тест, 91% заряда. То есть на втором стресс-тесте у нас уже есть, телефон кушает быстрее свою батарейку. Польза, мама сказала, если вылечишь все свои зубы от кариеса. Ничего не понял. Так, в девайсе мини-джек 3.5 присутствует? Конечно, только внизу. То есть, если на Redmi Note 7 у нас мини-джек был наверху, и все мне пишут, что это круто, что он был наверху, точнее, что круто, что его вниз перенесли. Я так не считаю. Надежда, посмотрите обязательно обзор. Обзор, кстати, очень быстрые у меня все. То есть, все обзоры, в отличие от длинных и мучительных стримов, у меня на 5-6 минут. UMIDIGI это хорошие смартфоны? Думаю, нет. И все-таки, на твой взгляд, стоит пропустить апгрейд с Note 7 на Note 8 Pro и дождаться Note 9. Никита, наверное, да, но вы год будете, мне кажется, ждать. А магнитные шнуры для зарядки не влияют никак на телефон. Скорее всего, влияют негативно, но я вам не буду вдаваться в подробности, почему. Хорошо? Можете поверить мне на слово, можете почитать в интернете статьи на эту тему. Исправят ли лаги на танках? Хотя, с какой-то стороны, с точки зрения, они хорошо влияют на телефон, потому что вы не раздалбываете его вход. Лучше покупать вообще с беспроводной зарядкой телефончики, и все. Так, исправят ли лаги на танках WoW Redmi Note 8 Pro? ZR-Jet. Во-первых, назовите мне хоть один телефон, который не ловит лаги в танках на максималках. И если вы это сделаете, вы прям супер. Во-вторых, я не видел лагов вот конкретно на этом телефоне. В-третьих, я считаю, что в подобные игрушки из разряда, опять же, танков стоит играть на компе. Даже там подлагивает, кстати. Хотя у меня довольно топовый комп. Дни мини-джека сочтены, к сожалению. Нет, я так не считаю, они точно никогда не будут сочтены, потому что хотите хороший звук, мини-джек forever. Quick Charge 4.0, какую лучше брать? Я думал от Xiaomi. Можете от Xiaomi брать, Армен, не прогадаете. На Redmi Note 8 Pro Китай можно будет перепрошить на Global, когда выйдет. 26 сентября будет официальное представление, я думаю, можно будет перепрошить, но опять же, на ваш страх и риск, как всегда. Какую беспроводную зарядку 20 Вт купить для Mi 9? У меня сейчас нилкинская беспроводная зарядка лежит на тесте. Вот когда я ее протестирую конкретно, я обязательно вам напишу. Ха-ха-ха, польза, как думаешь, мама мне сказала, что если я вылечу свои зубы от кариеса, то купит телефон на бюджет 15 тысяч. Как думаешь, что брать? И хорошее предложение. Я думаю, при любом раскладе нужно лечить зубы, вне зависимости от того, заплатят вам за это или нет. Поверьте мне, потому что когда вам взрослые говорят по поводу того, что здоровье это все, да, здоровье это все, вне зависимости от того, сколько у вас будет в перспективе денег, если вы будете больным, вы проклянете тот день, когда решили стать больным по каким-то причинам, особенно там объективным из разряда не пойти, не полечить зубы, не бросить пить, курить или еще что-то такое. То есть ничего сложного в этом нет. Топовый комп это какой? Вячеслав, относительно топовый. То есть 1060 у меня стоит карточка. Топовый это не топовый. Это ноутбук у меня топовый, ладно. Вот. А так я планирую купить в ближайшие 2 месяца себе что-то совсем бодрое в районе 200.
Так, спасибо, 1 лайк плюс подписка, спасибо. Посоветуйте, пожалуйста, беспроводную мышку недорого. Недорого, Никита, это сколько? Samsung Galaxy S7, пора менять, однозначно, Олег. Какие следующие кроссы на тесте? Xiaomi-шные несколько пар идут. Боюсь брать, и, кстати, третья серия, вы уже поняли, наверное, чего, вот Xiaomi-шных этих топовых кроссов у меня идут. Дороже здоровья, только лечение, да. Собрался покупать Mi 9, но сомневаюсь, нужно ли переплачивать, и может взять Redmi Note 8. Нет, Mi 9T может быть даже лучше будет. Вы посмотрите просто объективно по характеристикам, что вам больше подойдет. Если вам нужна камера, наверное, Mi 9 все-таки, Redmi Note 8 Pro, мне так кажется. Так, нет желания сделать обзор на пауэрбэнке. Просто зрители, у меня несколько обзоров на пауэрбэнки на канале. И не один, и даже не 3. Просто очень стрёмно, боюсь с детства, так как в детстве делали операцию. Зубы лечить можно пойти попытаться сначала у платного, во-первых. А во-вторых, нужно четко понимать, что если вы что-то себе лечите, вот у меня, допустим, 3 операции было на пазухах носа. Ненавижу вот эту штуку, и 1 раз даже меня вырубали. Ну а что делать? Хочешь жить, умей вертеться, и люди раньше жили очень мало, а сейчас живут очень долго, как раз за счет того, что мы с вами великолепно можем пользоваться медициной. Медицина — это хорошо. Как ты думаешь, QCY T3 купить или нет? Нет, у меня есть обзор на канале на эти уши, это по мне хлам. Передай, пожалуйста, привет Артему Борзову. Привет Артему Борзову. Meizu стоит брать, смотря что, Really Potato. А что за стилус у тебя такой крутой? Где можно взять? Напишите мне в ВК, я вам скину ссылку, либо в комментариях под стримом обязательно скину. Кстати, для тех, кто сейчас сидит на стриме, спрашивайте любые вопросы. Главное, на канале мата нет. Это раз. 2. В комментарии, если что-то пишете, если что-то дельное, то я вам обязательно отвечу. 3. Не забываем, что у нас 3 розыгрыша на канале. Это Weiser TP1, вот эти вот часики и что еще я разыграю? Mi Band 4 каждые 2 недели. Шейные позвонки, Ренал. Ну, главное, чтобы срослось, все бывает. Я тоже хотел спросить, какая принципиальная разница между проводцами МТК и Snap на телефонах Note и Note 8 Pro? Snap меньше греется. Как думаешь, что более актуально взять в начале лета 2021-го? В 2021 не знаю. Какие самые хорошие самсунговские электронные часы? Эрик, не тестю их принципиально. Пару часов, не буду называть модели, мне попадались на руки. Я был недоволен очень сильно, они были очень дорогими. Армен, спокойной ночи. И по поводу все-таки самсунговских часов, все эти часы топовые самсунговские, и же с ними я буду покупать обязательно. Начну я с Apple Watch 5 серии и расскажу с критической точки зрения. Хотя Apple Watch я уважаю, потому что они все-таки в каких-то вопросах фронтмены. Якобс, ну ладно, ладно, твой канал, окей. Хотя, если честно, здесь одно из правил, нежелательно что-то пиарить и кого-то, кроме там супер топов. Передай привет, пожалуйста, Юле Антипиной. Привет, Юлия Антипина. Вопрос не по теме. Носил когда-нибудь кроссовки New Balance? Да, опер, и они круты, но очень дорогие. И их очень часто подделывают. Спроси у меня, как проверить, чтобы это была не подделка, либо иди в фирменный магазин, тебе расскажут. А я Барсу пойду смотреть. Окей. Какие вкладыши посоветовал бы? Есть топ-10 на канале до $20, а до 50. Посмотрите обязательно. Не знаешь примерную дату выхода глобалки Redmi Note 8 Pro? Или 23 или 26 сентября, где-то так. Как тебе телефон в итоге? Телефон в итоге норм-топ. Вот как я идеально почувствовал. Вы ощущаете? То есть первый раз он съел 6%, второй раз он у нас уже съел 7%. И тротлинг есть, увеличился. С температурой, это уже второй стресс-тест. Считайте, кстати, потому что я, скорее всего, собьюсь с ответами на вопросы. Уже 44,5 максимальная температура. Все-таки у нас работает наша великолепная изолента. Дальше. Как тебе телефон? А что за железо лежит в левом оранжевом? Это не железка, это весы, которые, как я узнал потом для ювелирки, я их использую для того, чтобы взвешивать наушники. Дальше. Привет, спасибо за обзоры. Samsung Active 2 или Amazfit GTS, чтобы ты за часы выбрал? Amazfit GTS, но это потому, что я фанат Amazfit, это раз, но не сейчас, ждите глобалку. У вас есть обзоры на беспроводные зарядки? Пока нет, будет. Ходил ли и вообще... У меня есть обзор на беспроводную Powerbank от Xiaomi.
Ходил и вообще слышал о кроссах One Mix? Нет, Инал, посмотри, Инал, не буду я тестить такие штуки. Купить ли Nexa или подождать обзора на Stratos 3? Это абсолютно разные девайсы, Сергей. Если вы гик, вам нужно Nexa, если вы спортсмен, точно Stratos. Смартфон лопата, одной рукой нормально управлять. Денис, у меня маленькая рука, вот, пожалуйста. Мне неудобно, хотя вот до смешного доходит, допустим, Redmi Note 7, он маленький, вот прям маленький, ну как бы не маленький, а такой на 2 миллиметра он толще, тоньше и буквально там на несколько миллиметров уже. И смысл в том, что его намного удобнее использовать одной рукой, я не знаю почему, ну плюс делайте скидку на то, что у меня руки довольно маленькие, вот. Относительно маленькие, ну, скажем так, у меня рост 182, но руки совсем не пианиста. То есть, я не знаю, 17 сантиметров в диаметре у меня рука, точнее запястье, поэтому сами руки не очень большие. Эрик, счастливо, спокойной ночи. Подари мне Redmi Note 8 Pro. Нет, Армен, не подарю. Передай привет Зобину Илье, передал, заказал Mi Pad 4. Нет, пока Model Party, но закажу. Но мне надо созреть, потому что планшеты это такое дело, я откровенно скажу, что лучшие планшеты у Яблока это раз. Два, за эти деньги, что стоит Mi Pad 4, я чуть-чуть добавлю и могу купить сыну еще один девайс яблочный, понимаете? Польза вот именно, что мама говорит, ходи пока к бесплатному, а потом на пломбы я тебе деньги не найду, у платного врача. Ух, ну попробуйте, может быть, все-таки найдете хорошего бесплатного. Заказал Halo GT1, правильно сделал? Да, правильно, Никита. Лопата это Mi Max 2, одной рукой нельзя, только двумя. Ну, смотря какие руки. Привет, планируешь Samsung Active 2 тестить? Дмитрий, еще раз повторяю, все топовые бренды я буду тестить больше после 100 тысяч подписчиков. В принципе, мы к этому идем, я думаю, через пару месяцев сможем. Почему часы не считают бег на лыжах, если считают взмахивая рукой, стоя на месте за шаги? Сергей Скалкин. Дело в том, что на лыжах люди обычно используют часы снаружи одежды. И это их довольно быстро убьет, по моему мнению, опять же, субъективному. Температура. Розыгрыши делаете? Делаю, но не сегодня. Дальше слышали что-нибудь про Mi Band 5 уже? Нет, он еще не скоро, мне кажется, выйдет. Apple стоит своих денег? Да, Ренат, если у вас много-много-много денег. Много это когда у вас зарплата больше 200 тысяч, я считаю. Ну, не много-много, если у вас семья, ладно, зарплата больше 250 тысяч в рублях. Тогда вот тут у вас много денег, и вы можете спокойно покупать яблочные девайсы, я считаю. И плюс у вас там нет кредитов, конечно же. Не Зобину, а Зобнину. Окей, Людмила. Польза, огромное спасибо, что можно с тобой так поговорить. Да вам спасибо, что вы со мной говорите. Павел, я бипов в 2019-2020 уже бы не брал. Логично. Но может вторые все-таки выйдут, прям вторые. А почему пишет в названии «Спасибо за 10 миллионов»? Потому что у меня 10 миллионов просмотров, друзья, уже как, наверное, недельку. Я хотел это каким-то образом обозначить и сказать вам всем спасибо за то, что вы меня смотрите, потому что без вас этих 10 миллионов бы не было. Вот, это точно. Потому что, ну, для меня это много. Это не развлекательный канал, как вы прекрасно понимаете. Он относительно развлекательный, но так, больше для гиков. Притом не для таких мрачных гиков, но для гиков, ладно. Так, нет, пока зарплата не такая. Тогда не покупайте. Бесплатные пломбы туфта лучше заплатить 1000 рублей за один зуб и не ходить 2-3 года. Можно и 7 лет не ходить, если хорошо сделать. На днях видел, как говорили про Mi Max, не знаю кому, такая комедия была. Не знаю. Ренат, про что вы? Ой, Макс. Виталий, привет. Когда будет обзор на TicWatch? Когда, Денис, я их дотестю? Потому что вы не хотите же, чтобы я за один день тестировал девайс подобный. Подобный девайс тестируется недельку-две. Твой товарищ новинки сразу берет, и он может еще что-то заказать и отправить. Да, может, Васа. Напишите в ВК, я вам дам его ссылку на него, как с ним связаться. Опять же, я его не пиарю, хотите покупайте, хотите не покупайте, потому что человека я не знаю лично, но он меня ни разу не подводил. Вот, как бы так. Не спеши, Stargate, я не спешу. Но почему он не видит, мне только узнать, что лучше Funkel Eye или AirDots Pro. Я бы Funkel Eye взял, вот. Не менял телефон с 2012-го, купил Note 7 чуть, ну вот не надо таких подробностей. Что там с Polaris 10 не тестили еще? Виталий, вы имеете в виду с соединениями с несколькими девайсами? Нет, видите, у меня стрим. Xiaomi Mi умная розетка Wi-Fi, твое мнение, не сгорит ли она у меня? Квартира с этой розеткой? Нет, не сгорит. Польза, где купил стилус на Алиэкспрессе, напишите в ВК, я вам скину ссылку. Можно ли брать провода и блоки зарядки от Ургис и Безос. От Безос можно брать, топ. А Ургарин очень часто подделывают.
Написал смешную ситуацию, а вы прочитали совсем по-другому. Ну, потому что много сообщений. Поздравляю с 10 миллионами. Спасибо большое, Руслан. Вопрос не по теме. Skid или BMX? BMX. Вот. Что там с нагревом? Сейчас проверим. 39%. Это, по-моему, наш третий стресс-тест. Телефончик уже, мне кажется, должен был устать по всем законам логики. И уже 45 градусов. Не будем мы его часто так поднимать, иначе он у нас будет остывать. Посоветуйте телефон до 18 тысяч, сейчас Huawei 2017 года. Я думаю, что вам стоит купить Redmi Note Pro. Та-да! Несложно было догадаться, да, что я посоветую. Дальше поделитесь советом, как брать кредиты и не отдавать. Арма я так не делаю, поэтому не посоветую вам ничего. Назовите девайс, смартфон, цена, качество, бюджетом до 20-25 тысяч рублей. Redmi Note 8 Pro до 20 тысяч можно и Huawei-овский любой телефончик взять. Вы, главное, подберите под себя. Потому что кому-то важна камера, кому-то важна игра, кому-то вообще автономность и габариты. Поэтому посоветовать прям так сходу не могу. Мне нравятся Huawei и Xiaomi. Huawei. Так, привет. Можешь посоветовать недорогой ноутбук? Стрельба. Понятно, что недорогой понятие растяжимое. Funkel W1C. У меня есть на них обзор. Мне нравятся они. Пользуюсь серией Note с версии 3 Pro. Отличное соотношение цены-качества. Сейчас Note 7. Третьим ребенок пользуется и все летает. Ну, отлично. Скоро ему будет Smart. Да нет, не скоро. Стилус где купил? Я же еще раз повторяю. Ща. Я забаню вас, если вы еще раз спросите. Напишите мне в контакт. Или на крайняк вот в комментариях. Я вам отвечу. Поздравляю с 1-10 в минус первой степени миллионами. Не понимаю, но ладно. Розыгрыш будет сегодня? Нет, Светка. Стевка. Звук поменялся. Скузи сильно поменялся. Как относитесь к Mi 9 Tech? Хорошо. Надежда, пожалуйста. Что думаешь по поводу закрытого интернета в России? Думаю, его не будет. Будет на крайняк, как в Китае. У меня знакомые в Китае сидят через VPN, и все у них великолепно. Хотя у них там прям вообще все круто, закрыто. Вчера сделал первую тренировку с часами Stratos и Polaris 10. Очень доволен. Спасибо тебе, купил после твоего обзора. Николай, спасибо, что послушали меня, и уж тем более делитесь своим мнением после этого. Пользанет, привет. Какие, на твой взгляд, на данный момент достойные часы для бега из тех, которые ты тестировал с возможностью подключения кардиодатчика? Уже только что ответили, либо Стратосы, либо Пейсы. Можно и Verge купить, но я бы взял Пейсы или Стратосы. С яблока слезать, наверное, будет тяжело. Надежда, я считаю, что если вы сидите на яблоке, продолжайте на нем сидеть. Вопреки всему и несмотря ни на что. А ссылку на стилус скинешь сюда? Роман, скину в комментариях, хорошо. Напишите мне в комменты. Что у вас за образование? Великолепная речь. Это родители или образование? Браво. Жорж, спасибо большое. Это, конечно, в каком-то смысле лесть, потому что я не считаю, что у меня нормальная дикция, но образование у меня 2 высших. Одно инженерное, второе кадры. И родители... Родители? Нет, не родители. Благодаря, во всяком случае, отцу я могу очень неплохо разговаривать на мате, что меня поднимают все категории, начиная от тех, кто в местах лишения свободы, и заканчивая грузчиками, которым, кстати, я работал в течение 2 лет, грузчиком, и я этим горжусь. Note 8 Pro когда будет в России? Думаю, в октябре уже будет. Посоветуйте умные часы с браузером. Не посоветую, потому что на данный момент тестирую TicWatch, и единственное, что я могу вам сказать, что из всех часов, что у меня были в руках вообще, и были и Samsung, и несмотря на то, что у меня нет на канале обзоров на них, потому что я пока боюсь большие фирмы трогать, в общем, кроме Apple Watch все было хламом. Вот сейчас TicWatch вроде бы не глючит, но все-таки есть подлагивание, я сейчас решу, после того, как протестирую мое отношение к ним, какое, хорошее или нет, и скажу его. Есть шанс, что Mediatek допилит, для танков надо. Олег, нет шансов, что танки допилят себя под телефон нормально. Вот мое мнение, опять же. Это из разряда того, что почему в PUBG у всех беспроводных ушей есть какая-то задержка даже у AirPods, даже на яблоке. Да потому что это PUBG не допилен, вот и все. Привет, у Xiaomi адекватная размерная сетка на всех кроссовках? Нет, Алексей, читайте в комментариях. Gcam на 8 еще не ставил? Нет, Ставр, я даже не заморачивался. У них более чем для моих целей хорошо снимает камера. Вы можете посмотреть в обзоре на вот эти вот часики. У меня есть примеры работы камеры. Так, кем работаешь, если не секрет? Инженер радиоэлектронных средств, честно. Надежда, ну да, в этом-то и миссия канала, говорить честно. Может быть, это не очень хорошо, но... Так, браузер в часах нужен, чтобы на контрольной работе катать? Можно, да.
Какие часы лучше всего брать на ЕГЭ? Можете Verge взять, по-моему, там можно... А нет, там сложно выставить. Лемфа мне придут иксы. Или 10-й, по-моему, да, я заказал. Я расскажу вам, можно на них работать или нет. И TicWatch у меня в районе 12, поэтому вот как раз они друг с другом будут конкурировать. С чего вы будете списывать на контрольных. Учитесь сами, спорщики. Да нет, просто зритель, не обязательно учиться, если честно. И вы об этом знаете, если у вас есть высшее образование. TicWatch можно будут лучше Stratos для спорта? Нет, точно TicWatch не будет лучше Стратосов. Смотрел на Alibib, увидел вроде дешевая, оказывается версия Lite. Как я понял, без GPS, да. Да, разница в $10. Дмитрий, есть на Pandao очень дешевые часы бипы. Я уже 3 раза заказывал под розыгрыш, поэтому вот советую там рискнуть. Я еще ни разу не нагревался. К Стратосам не подключается ни один Bluetooth наушники. Все наушники, которые пробовал, подключить часами определяются, но подключение не происходит. Что может быть? У вас брак, скорее всего, часов. Попробуйте ресетнуть их по полной. То есть сбросить к заводским настройкам, заново подключить, обновить. Короче, все дело в аппарате, а не в наушниках. У нас 82%, 79% третий стресс-тест, 3 минуты осталось. И получается, ест он довольно уже прилично. Сейчас посмотрим. 45 градусов так и держится температура. Будем надеяться, что выше 48 не будет. На Xiaomi часто обновления приходят? Да. Гуманитариям разрешено списывать. Всем разрешено списывать. За музыку не забанят. Забанят, вырежу куски с музыкой и все. А что, так хорошо слышно? Если хорошо слышно, это, конечно, плохо. Так, какая модель TicWatch на обзоре будет? Для девушки, Антон. Я себе супруги покупал, но они все очень похожи. На моем Amazfit Bip смайлики не видны. Это нормально? Думаю, да, но есть на Amazfit Bip'ах вроде бы, мне скидывают. Очень хорошая прошивка кастомная. Я попробую на Lite их поставить, расскажу вам. Олег, поздравляю с 10 миллионами, спасибо. 8 Pro или K20. Есть обзоры на других каналах, Олег, по поводу 8 Pro или K20. Я бы купил, если честно, 8 Pro. Я не знаю почему, хотя он греется больше, я уверен, что по многим характеристикам он хуже, у него хорошая камера. И, как многие говорят, у него хорошая фотокамера, я считаю, что у него хорошая видеокамера, но плохая фотокамера. Вот кратко так, мое мнение. Не забываем ставить лайки, 46 минут, 118 человек, всем очень рад, спрашиваем, кому что интересно. Уже ответил, в чем разница между бипами. Спасибо, пожалуйста. Я планирую купить себе Redmi Note 8 Pro на днюху. Днюха у меня в январе, но учитывая, что это Xiaomi, то уже Redmi Note 9 выйдет. Не думаю, Патрик. Правда, что высшее образование нигде не нужно. Мой отец считает, что без него никуда, и не могу его убедить, что оно не нужно ни одному работодателю. Инал, оно нужно вам, чтобы повзрослеть. Мое мнение, опять же, нет. Для успеха нет, не нужно, наверное. А для того, чтобы повзрослеть, точно нужно. Насколько звук у Meizu Pop 2 лучше, чем на моей Buds? Намного. Mi Mix 2 стоит менять на Redmi Note 8 Pro? Нет, Сергей, мне кажется, нет. Хотя второй Mi Mix, может быть, и стоит. Стратосы решать вам, они слишком такие разные аппараты, по моему мнению. Просьбочка, во время обзора любых кроссовок высказывайте, пожалуйста, свое мнение, подойдут ли они для широкой ноги и высокого подъема. Ставер окей, но пока на данный момент я не встречал у Xiaomi кроссовок, которые не подойдут к широкой ноге или не подойдут к высокому подъему, если так, кратко. Но все-таки стали бы вы использовать Note 8 Pro в качестве своего основного телефона? Просто зритель нет, потому что я сижу на Honor P20 Pro, очень сильно покоцанным, разбитым, но я при помощи него снимаю основной материал, свой видео, и он менее габаритный, менее тонкий, меньше весит, и вот так, если. То есть у меня это как второй телефон, да. То есть, если, как вы видите, когда я распаковки снимаю, верх и бок. Вот. Может быть, еще что-то добавится. Как второй телефон, да, как основной нет. Что лучше взять, 8 или 8 Pro? Что нужно для успеха? Характер и Ренат. А что такое успех? Вот, допустим, у Вилсакомов 33 года, канал на 7,5 миллионов подписчиков. Мне 35, у меня всего 70, и вряд ли будет больше, там, не знаю, 300. Но я счастлив, я уверен, что и Вилса счастлив. Я уверен, что многие люди, которые со мной работают, которым не нужно никакого интернета, и которые даже не знают, что такое, не знаю, SEO, не знают, что такое
Там, да, они понятия не имеют, какой курс доллара, образно говоря. Они счастливы, они не знают, что такое либералы, они вообще ни в чем, в принципе, не хотят разбираться, катаются на свои шашлыки по воскресеньям, получают довольно приличную для России зарплату, и они имеют право на счастье, и они счастливы. Поэтому успех понятие растяжимое. Что лучше взять? Так. Привет, я катаюсь на лыжах и хочу купить пульсомера. Что лучше купить? Xiaomi Stratos 2 или Suunto? Suunto, однозначно. Хотя, не, на лыжах точно Suunto. Stratos это чего? Они для беговых бесполезны. Телефон до 6 дюймов порекомендую, iPhone не предлагать. Вы же сами предлагали, по-моему, Mi 9 Lite. Он не меньше разве? О каких 10 миллионах идет речь? 10 миллионов просмотров, Андрей. Для такого канала, как мой, это очень много. 10 миллионов у меня уже есть, и поэтому я и говорю вам спасибо за то, что смотрите канал. 10 миллионов просмотров – это много. Samsung S10e до 6 дюймов. Да, но и стоит он, по-моему, бодро. Глобальная версия когда продают? 26 сентября, вроде бы. Андрей, 10 миллионов, да, просмотров на канале. Ты уже поюзал GTS GTR, твое мнение, выскажи, что лучше из них, или ждать глобальную версию, и когда будет ясно уже. Васа, скорее всего, завтра или послезавтра я выгружу обзор сравнения GTS-ок и GTR-ки. Вот так положу, чтобы вам было видно, что я с ними сейчас работаю. Mi Band 3 не отображает входящие звонки, направьте на исправление, меня интернет осматривал уже. У вас нет разрешения просто в Мифите, и все. Дальше просто меня на мои устраивают, но автономность так себе. Для меня и соединение плохое, так как если закрывать наушники рукой, обрывается звук. И какой уровень соединения на Meizu Pop 2. Инал, очень много зависит от вашего телефона. Что брать до 20 тысяч? Mi 9T за 19 или ждать Redmi Note 8 Pro? Не горит именно сейчас брать? И скажи, что лучше у Xiaomi до 20. На данный момент, мне кажется, Redmi Note 8 Pro в полном фарше. Ну, если до 20 тысяч. Спасибо. Так, Андрей Шатилов, вам спасибо, что смотрите. Автор «Как твое имя?» Не люблю обращаться как к предмету. Надежда, Саня меня зовут. Александр. Еще раз всем привет, и кто меня не знает, я Саня. Не забываем прожимать лайки, кстати, потому что я уверен, что пассажиропоток у нас довольно большой. Я надеюсь, мы не пропустили момент, мы, возможно, пропустили. Да, еще один стресс-тест пролетел. Ничего страшного. Напоминайте мне периодически, потому что раз в 15 минут нужно делать его снова. Тротлинг был в начале, потом адаптировался у нас телефон, и у нас после третьего стресс-теста 81%. То есть в среднем пока он ест 6,5% за один стресс-тест. Это очень даже неплохо. Богдан уже поставил лайк. Спасибо вам, Богдан. Мистер Лед, спасибо, что вы так считаете. Redmi AirDots. Стоит покупать, хотел подарить как подарок. Дэн, мне кажется, нет. Есть более такие мелкие фирмы. Посмотрите обязательно топ-10 и узнаете. Тебе 35, занимаешься любимым делом, есть семья, это и есть успех. Спасибо, Ренат. Не пейте, не курите, занимайтесь, работайте. Создайте какую-то базу, и будет у вас, в вашем понимании, успех. И главное, не спешите жениться. Вот точно не спешите жениться, потому что все, кто у меня женились в раннем возрасте, я не считаю их особо счастливыми, хотя есть исключения. Так, Надежда, и мне приятно. Так, А самовар какой выбрать, электрический или на дровах? Конечно же, на дровах. Вы пользуетесь умным будильником? Стоящая вещь? Нет, Алексей Ганс of Boom. Дело в том, что если я буду пользоваться умным будильником, то я, скорее всего, буду просыпать работу, и это не вариант вообще. Всем спокойной ночи, Сергей. Инал, что лучше, Anamei Buds или AirDots? Anamei Buds, мое мнение. Опять же, те, которые были у меня на обзоре. Так, к чему мы не успеваю вернуться, хорошо. Air 2 TVS, есть возможность наушники по одному использовать. Похожа ли работа в этом плане на оригинал, когда достаешь второй, а первый ставишь на зарядку и все автоматически переключается? По одному можно использовать, но не с разными девайсами. В 40 уже можно жениться. Да, лучший канал. Спасибо, мистер Лад. Не спамьте, пожалуйста, иначе мне сложно читать вопросы и отвечать на них. Какую-нибудь из детских смарт-часов можешь посоветовать? Ислам, у меня есть на канале обзор на детские часы Xiaomi. Вот, Xiaomi на китайском языке, я их не советую брать, это больше для фанатов, я их использую, мой ребенок ходит в школу с ними, точнее они у него просто валяются как капсула, потому что мы отслеживаем по GPS, где он находится. Но я также заказал еще у Лемфа их часы за 1800 рублей,
Как только придут, я сделаю обзор, но вообще это такая штука из разряда, вы их купите, но вы понимаете, что зависит все будет от сети, даже а не от часов. Не спешу жениться, и мне 25, и у меня сломанная шея. Ну ничего, срастется. Какие беспроводные наушники взять, чтобы не вкладыши были, а по типу айфоновских? Вы имеете в виду, наверное, вкладыши, а не затычки, как раз и есть. Знал, что версии Mi 9 целых 9 версий? Нет, не знал. Вот теперь я знаю. Можешь компьютер апгрейднуть, а то я чайник в этом всем. Нет. Нет, Серега, к сожалению, нет. Потому что для этого нужно долго писать, во-первых. Во-вторых, нужно понимать, где вы живете. В общем, проще говоря, есть море каналов, которые вам бесплатно это просто соберут. Они в основном маленькие и советуют как раз из... Я вообще бэушную вещь буду брать. Я буду брать бэушный компьютер стационарный в районе 200 в Москве где-то через месяца 2. Вот, потому что я не вывожу на ноутбуке уже то, что я делаю. А на каком видео набралось 10 миллионов? Нет, это, Сергей, было всего на канале. Набралось 10 миллионов просмотров, за что я и благодарю. А 1 миллион просмотров у меня есть на видео про AirPods. Смешно, канал у меня про Xiaomi, а видео AirPods. Вот такой каламбур, можно сказать. Хотя не знаю, можно назвать это каламбуром или нет. Андрей, спасибо большое за 10 лямов, да. Когда выйдет глобалка на Redmi Note 8 Pro? 26 сентября, вроде бы. Приблизительная цена, вот сейчас мне писали, что за 16 500 кто-то купил на JD китайскую версию на 8 гектар. Посмотрю обязательно и скажу. Но на JD бывают такие вкусные предложения. Фанкл, вот что с опупенным микрофоном по звуку. Лучше, чем Meizu Pop 2. Громче Инал. Сколько стратосы живут в режиме тренировки со включенным GPS? Виталий, не помню, но, по-моему, часов 20. Посмотрите, у них реальные характеристики написано. Но у них, у многих, там, скажем так, через одни часы очень быстро умирает батарея, скажем так, через год. Почитайте отзывы, либо кому-то не везет. У меня не просела она. Подписчики канала нужны, чтобы отвечать на вопросы new подписчиков. Ну, может быть. Нет, они просто нужны, потому что тусовка, она растет, и это хорошо. Какой купить дешевый, но крутой смартфон? Redmi Note 7, но с 4 гигабайтами оперативки, не меньше. Дальше. Теперь вам подарят бриллиант, так как у вас 10 лямов. Нет, мне ничего не подарят, потому что у меня даже нет 100 тысяч подписчиков. Подписчик дают, по-моему, серебряную кнопку за 100 тысяч подписчиков. На данном этапе жизненного развития у меня будет где-то через 2 месяца, может быть, серебряная кнопка, но не факт. Может, показал камеру телефона, а то она заляпана. Камера какого телефона? Ну окей. Вообще у меня есть обзор на это дело и довольно большой стрим. И она моментально покрывается вот таким вот, такой вот радостью. То есть вот так она выглядит. Не знаю, мне нравится, как он выглядит, мне не нравится, как он греется, но вы сами сейчас все увидите. С другой стороны, Mi 9 грелся не меньше, можете посмотреть обзоры. А дальше, Tisa i5 не приехали еще? Не приехали. Можете так. Как давно снимаешь видео? 1,5 года, наверное, 2 даже суммарно. Просто у меня были какие-то там перерывы из разряда того, что нужен был ноутбук для того, чтобы рендерить. В общем, проще говоря, вот так по-нормальному с октября 2017. Нет, по-нормальному с февраля 2018. Так, но первый видос свой выложил в октябре 2018, 4 первых видео по минуте. Так, можете... Странно, что даже 100 тысяч подписчиков нет, ведь канал один из лучших. Илья, спасибо большое. Но дело в том, что у меня нет медиасети, вы не забывайте про это. То есть, и поэтому я свободен. И это я не выделываюсь, а реально я свободен, у меня нет медиасети. Я хочу, что хочу, то с каналом и делаю. Мне никто не диктует условия. Если вы почитаете, что происходит с каналами, когда они уходят в какой-то медиасети, вы очень сильно удивитесь. То есть там и ограничения, и требования, и много всяких других бяг. Вот поэтому, наверное, на моем канале и много негатива. Во-первых, потому что я сам не супер позитивный человек, а во-вторых, потому что я могу позволить себе критиковать девайсы. Мне никто ничего не сделает, у меня нет медиасети. Та-да! Можно пиар? Нет, мистер Лат, нельзя. На каких программах рендеришь? На этом, сейчас скажу, на Эдабе. На Эдабе и на этой, секунду, простите. И за блины тоже, простите, на Мававе. Вот, но в основном на Эдабе, ну это так, вы же видите, что у меня довольно такой кустарный рендеринг. Я в основном основной упор делаю на тексте, на том, чтобы разобраться в девайсе, и на видах,
Я не знаю, я люблю снимать, когда крупным планом. Мне кажется, что любой человек, который приходит в магазин, давайте я 2 минуты расскажу, каким образом я делаю вообще контент и зачем у меня там 300 обзоров. Потому что когда вы приходите в магазин, на вас нападает продавец. Очень часто вы не можете его послать. Очень часто продавец вообще не понимает, что он продает. Мало того, что вы не можете нормально рассмотреть товар, потому что вокруг люди, потому что его не снять с витрины, потому что все не рассмотрите, не рассмотрите, во-первых. Во-вторых, по характеристикам очень часто они гуляют, то есть даже сами производители иногда ложные характеристики указывают на товары. И судиться никто не будет, логично, что никто не будет этим заморачиваться. И в-третьих, это то, что важен же опыт использования, при том опыт использования человека, который уже пользуется чем-то. Допустим, когда я рассказываю о часах, у меня их было много. Вы сами видите мои стримы, там по 5, по 10 штук. За просмотры деньги получаешь? Да, Дэн. Вы же видите, что у меня есть YouTube реклама. Хотел нажать на платное сообщение, а пишет, что недоступно в вашем регионе. В вашем регионе, значит, Stargate, оно недоступно. Стратосы в Страву через Wi-Fi треньки скидывают или только через телефон по Bluetooth? Там все с программой, глюки постоянно. Мне народ пишет, что MSFit не всегда скидывает. Через программу, опять же. Так, Дэн, не игнорит тебя никто. Почему, Дэн? Я тебе уже ответил. Ну, вы, конечно, можете идти. Какой лучше, 8 или 8 Pro? Камера и все такое. Не могу определиться. Однозначно не 8. Вы можете идти, но не 8, 8 Pro. По компьютеру можете обращаться ко мне. Во, видите, проф появился. А что такое медиасеть? Паша, это штука, которая помогает тебе развиваться, очень хорошо помогает развиваться, но в то же время она диктует тебе свои условия. То есть ты должен делать для них рекламные проспекты, ролики, интегрировать их рекламу. Ну, в общем, очень много всего мрачного, по моему мнению, это того не стоило. Это очень сильно помогает в начале, но мне не нужно было помогать, потому что я вот просто пилил и пилил. Программы и буду пилить, и без медиасети. Дальше. Расскажи, какие Xiaomi схожие снимают айфоны, фото и видео. Схожие. Александр, я не подскажу вам, потому что я не понял вопроса, вы уж простите. Инал, быть высоким 185 сантиметров, это когда ты веришь под 90, но из-за роста все говорят, что ты на глаз весишь 70-75. Да ничего страшного, вам-то какая разница. Главное, чтобы вы себя чувствовали хорошо. Тарас, привет. Кстати, как обзоры на рюкзаки? Когда? Как только, так сразу. Они у меня не особо заходят, но так себе, поэтому, видите, вообще на что хватает времени, то на то и делаю. Потому что девайсов у меня уже ящик. Накупил сгоряча, а не успеваю сделать обзоры. Да, за что 100 тысяч дают серебряную кнопку, но она вроде долго идет до 2 месяцев. Дмитрий, я могу и годик подождать. Кстати, обзоры, так. Когда можно будет купить Note 8? Уже продают. Они все идут долго. Угу. Эфир с телефона снимаешь, да? Стоит ли сразу после релиза в России брать Redmi Note 8 Pro, снизится лицензия... снизится ли цена позже, дай совет. Думаю, не снизится, уже ниже некуда. Максимум там 1000 выиграете, то вряд ли. Дальше 8 как 7. Да, простая 8 как 7. Ты скоро будешь как распаковка, сам говоришь по фактам. Инал, не знаю, какие параллели, но я, видите, даже завис. Что лучше Mi Band 4 или Amazfit Bip? Bip, там есть GPS. А ты пилил, и пилю, и буду я пилить, как я крокодил. Да, наверное. Что лучше сейчас, купить Note 8 Pro или дособирать на Mi 9T? Тарас, лучше дособирайте. Если вам снимать нужно, то 8 Pro подойдет более чем. Опыт работы с Garmin Connect имеешь? Виталий, да, у меня был обзор на одни из Гарминов, мне не понравилось. Не понравилось и все. Бип лучше. Окей, я хотел, чтобы вы протестили кроссы от Xiaomi, они именно прозрачные, заказов мало на Али. У меня, Андриана, большой размер ноги, они на меня просто не налезут. Надежда, доброй ночи вам. На работу рано вставать, прими поздравления за 10. За 10 миллионов, да, спасибо большое. Приятно, что девушки у нас тоже есть на стримах. Анал Задиев, согласен, нужен обзорный рюкзак. Их несколько овер на канале, если вы посмотрите все, вы удивитесь, что их там больше 5, если не 10. Акустика есть на Алике для ПК за 1015. Серега, я бы брал акустику только если слышишь сам. Стоит ли брать Samsung Gear S3 или ты только за Xiaomi? Только не Gear S3.
Но это мое мнение, не спрашивайте почему. Брекеты носил, чтобы коррекция прикуса или равнял зубы. Для прикуса. У меня там пульпа росла уже не там, где надо. На Sony Xperia 5 будет обзор? Нет, однозначно. Потому что это не Xperia. Потому что это не особо хайповый товар. И на эти деньги я куплю много чего хайпового. Подписался, странно, что так мало подписчиков. Смирнов, всякое. Дело в том, что для меня это много. Год назад у меня было 2000 подписчиков, а особо формат не поменялся. Как тебе МТК? Не очень, Тарас, пока. Пока не очень, но ничего критичного. Мы сейчас увидим вот в течение этого стрима, насколько я считаю хороший телефон или нет, потому что если он не быстро умрет, то все good. Так, добрый вечер, подскажите, пожалуйста, есть ли смысл брать К20 Pro для Москвы или лучше взять Mi 9T? А какая разница для Москвы или нет? Я думаю, Mi 9T. Хотя говорю, они чуть-чуть разные. Выбирайте и тот, и другой девайс хороший. Расскажи, какие Xiaomi по Xiaomi сравнимы с айфонами, фото и видео. Никаких, Александр. У меня одного трансляция не работает. Да, Александр, вы попробуйте перезагрузить ее. Если с Стратосом сделать полный сброс, то останется ли в приложении MSFIT статистика, как правильно сохранять данные перед полным сбросом? Останется мастерская. А К20 без 20-го нет 20-го бенда. Не понимаю. LED, спасибо. Он спросил, китайца или Global. Global всегда лучше. Ольга, 10 миллионов просмотров. Для такого канала, как я, это довольно много, учитывая, что у меня много-много роликов, но один топовый, это вот на 1 миллион, а все остальные маленькие. И 10 миллионов собрать было довольно сложно. На этот раз стрим начался поздно. Диана, он такой, из разряда эксперимента, просто мне, скажем так, лень снимать обзор на то, как быстро разрядится телефон Redmi Note 8 Pro. И поэтому я сделал стрим. Заодно пообщаемся. Кому не лень, кому интересно что-то узнать. OnePlus 7 или Mi 9T Pro? Саша? OnePlus. Я понимаю, что это странный выбор, но OnePlus. Вы не из Самары? Нет, совсем не из Самары, даже в Самаре не был ни разу. А NFC вообще работает или это просто кнопочка? NFC пока не работает, Олег. Будет ли работать в глобалке? Думаю, будет. В китайской версии не факт. Вот, NFC есть. Дальше, к чему это все? К тому, что... Спасибо, Ольга, что поздравляете. По поводу девайсов все-таки вернемся к телефонам. Телефоны у нас нужны для чего? Для того, чтобы звонить. Ввиду того, что 21 век, и мы все не любим планшеты, потому что они большие, мы еще выбираем телефоны, чтобы смотреть на них видео. И плюс желательно хорошая связь. Так вот, более чем достаточно Redmi Note 7, вот там лежит в углу, для того, чтобы звонить и смотреть видео. А Redmi Note 8 Pro, по моему мнению, необходим тем, кому нужно снимать видосики, либо фотки, как многие пишут, что фотографии более чем отличные. Так, Mi Fit лучше, чем Garmin Connect. Мне больше нравится вообще MSFIT-овская программа, простая-простая. Я нашел лайфхак с плохим Wi-Fi, включаем качество 144 и стрим топ. Спасибо. Можно вообще, да, 360, я думаю, вас тоже потянет. Уже полчаса сижу и слушаю. Стрельба приятно. Если вам что-то интересно, пишите, отвечу. Тротлинг стал заметнее, притом повсеместный. Что у нас с температурой? Смотрим. А вот температура стабилизировалась на 44 градусов. Очень странно. Очень странно. Получается, 3 теста, 74%. За 3 теста у нас съело 26% батареи. Это прям очень круто. Ну, круче, чем у Mi 9, по-моему, однозначно. Что лучше купить из часов Samsung? Лучше не покупать часы Samsung. Это, опять же, мое субъективное мнение. Что покупать? Iskoka или Joytech? Ismoka или Joytech? Понятия не имею. Даже не знаю, что это такое. В PUBG есть разница Note 7 или Note 8. Note 8 Pro есть разница, Note 7 нет. Между Note 7 и Note 8, я считаю. Температуру глянь, уже глянул сет, почему-то стало на градус меньше. То ли оптимизация, то ли еще что-то. AGSM, привет. Что думаешь о сгибаемом Mate от Huawei на 990-м Exynos? Думаю, рано еще покупать сгибаемые телефоны. LED, я тебя не пропускаю, я просто читаю. Redmi Note 7 игровой? Нет, не игровой. Просто я не все сообщения успеваю прочитать. MacUSAD, спасибо. Вам спасибо. Лучшие часы на Android Smart. Пока не скажу Atom, потому что все, что я видел, это пока глючное дело. И ничего позитивного в этом, мое мнение, нету. Вы знаете, какой градусник лучше купить, чтобы мерить температуру? Диана, вы будете удивлены, но обычный ртутный.
Привет, почему много людей хейтят МТК? Потому что System он очень много энергии ест, очень сильно греется, и пока на данный момент с даже топовыми прошивками у него тротлинг эгегей. Дмитрий, счастливочки. Не забываем проставить лайки, прожать. Может быть, 200 лайков будет. Я понимаю, что стрим довольно узконаправленный. Мы с вами проверяем, как долго у нас будет разряжаться в стресс-тестах телефон Redmi Note 8 Pro с 8 гигабайтами. И смысл в том, что сколько он будет разряжаться примерно в стресс-тестах, столько на нем можно будет по времени играть в PUBG, потому что ест он примерно одинаково. Даже, может быть, в PUBG он ест чуть-чуть больше. 3 диза, спасибо, кто-то продолжал диз. Пока, если вам не сложно, пишите, за что ставите дизлайки. Мне вот, допустим, интересно. Потому что вроде бы никого пока... хотя черт его знает. Все довольно странно. В начале пусть... не понял. Привет, что лучше взять из наушников Halo G1 или Redmi AirDots? Halo. Вот. В ценовой категории можете посмотреть топ-10 на канале до $20 США. Дальше Mi Band от Amazfit, такого не бывает. Твари. Так, ну, мистер Лад, я предупреждаю, одно предупреждение вам, а дальше я вас заблокирую. Так, что скажете про часы ТТТ? Мне вот интересно, какие будут новые процессоры у Qualcomm? 8 и 9? Да, какие-то будут. Вы понимаете, что ничего нового пока не изменилось, ну, в технике во всяком случае. То есть я древний настолько, что у меня первый компьютер был 286. Я думаю, что некоторые люди знают, что это такое. Потом 386, потом 486. Я знаю, что когда-то $400 стоило 16 мегабайт оперативной памяти. И то, что сейчас творится с рынком компьютеров и устройств, ну, даже игры, по большому счету, не идут вперед. Но это, опять же, мое мнение, и я не считаю, что у меня достаточно большой канал, чтобы я им делился не на стримах, но вот на стримах технологии стоят пока. Стоят, будет ли взрыв, будет ли выстрел, ну, увидим дальше. Я думаю, через лет 5 хоть что-то новое появится, а пока просто все становится дешевле. Вот. Вся эта борьба за мегапиксели и за очки Мантуту, ну, бред, мое мнение. Diz Elite, тут не про вейпы речь вообще, окей. Так, это что щелкает? Это щелкала вторая ручка, но ее я показывать не буду. Что в качестве первого девайса выбрать? Бокс-мод, мех-мод или обычную егошку? Не скажу. Даже не знаю. Первый комп Спектр. У меня тоже был Спектр. А вот 0.86 у меня не было. Вы очень крутые. Васа. Так, добрый вечер. Когда ждать глобалку? 26 сентября. Техника Apple лучше или нельзя сравнивать Apple с китайскими брендами? Константин, да, она лучше, но неоправданно дорогая. То есть это техника для богатых, мое мнение. Стоит переплачивать за Pro-версию? Дмитрий, единственное, что стоит покупать, это Pro-версия, потому что 8 ничем от 7 практически не отличается. Подойдет ли Redmi Note 8 Pro для гейминга, что по железу на уровне телефонов, таких как Mi 9T и других? Да, подойдет для гейминга, но опять же, по поводу железа я могу еще раз вам напомнить, что там внутри. Там стоит у нас довольно неплохой процессор от Mediatek Helio G90T. Как меня кое-кто нормально пристыдил, что я Halo назвал его, потому что недавно делал обзор на наушники. Вот, и Helio G90T на процессор на 2 ГГц. 8-ядерный, по-моему, можете меня поправить. Потом что еще? И еще процессор A76 от Cortex. GPU и CPU. Мы можем в Antutu показать вам. Показывал я в Antutu уже на прошлом стриме результаты тестов. Что я могу сказать? Что телефон разблокируется либо отпечатком пальцев, либо графическим ключом, либо девайсом, либо можно разблокировать его по Face ID, это раз. 2, NFC в китайской версии пока не работает для оплаты. 3, максимально 8 гигабайт оперативки у этого аппарата, их как раз 8, есть еще на 6. Вот, максимум на борту 128 гигабайт своей памяти, и можно еще засунуть карточку, но если засунете карточку, нельзя вставить 2 симки. Что еще интересного? Давайте я все-таки поотвечаю на вопросы, потому что все характеристики вы прекрасно можете увидеть либо в моем обзоре, либо на любых специализированных сайтах. Вот.
Дальше. Кстати, какой ноутбук посоветуешь? Я пользуюсь Asus ROG Republic of Games 702VM. У меня был год назад обзор на него на канале. И второй у меня... Нет, Железный человек... А я не знаю, может и светится в темноте. Нет, не светится. И кнопочек нет. Но он собирается в куб. Теперь главное, чтобы он не упал. Довольно сложная это такая штука. Так. На днях участвовал в турнире по PUBG среди колледжа, занял 49 место среди 62, а играл с телефона, который набирает 79 баллов в Antutu. Я вообще по поводу PUBG на телефоне, это такая штука сомнительная. Вот. Надо готовиться к релизу K30, возможно, даже K30 Pro. Думаю, да, они делают деньги на обновление девайсов, которые не обязательно обновлять. Конечно, стоит. Иначе как они будут делать деньги? Cortex — это, если я правильно понимаю, архитектура процессора, да. Жалко, что вы вейп не обозреваете, извините. Да ничего. Впервые сегодня увидел видео и до сих пор под впечатлением. Спасибо за работу, за труд, направленный, по крайней мере, пока что именно на зрителей. Желаю успехов в дальнейшей работе, терпения. Данила, на кого он может быть направлен, мой труд? Будет ли он с хитом продаж? Стоит ли ждать эту цену в течение полугода, что-то лучше? Нет, вряд ли. В течение полугода точно нет. Кстати, кто знает, почему на Redmi 6A плохое качество видео в YouTube? Попробуйте установить прошивку другую, либо обновить телефон. Не должно быть плохое качество. Дело может быть в интернете просто. Так какие взять беспроводные наушники-вкладыши, как айфоновские, если не перепутал? Да, все правильно, вкладыши, либо, ну, если есть 6000 рублей, купите Huawei Pro. FreeBuds Pro или FreeBuds 2, там по-разному называются. На какие оценки учился? Я в физмате учился на 4,5. А дизлайки ставят конкуренты. Ну, наверное, как-то мало конкурентов, но у меня их больше. Во всяком случае, хейтеров точно больше, но я их очень многих заблочил, поэтому может быть так мало дизлайков. Пока. Скажите, пожалуйста, что думаете по поводу часов Huawei? Номер Magic Watch. Ну, не люблю я хуавеевские часы. Вот люблю хуавеевские телефоны, часы не люблю. Не буду рассказывать почему. Обязательно расскажу потом в обзорах. Может быть, я поменяю даже мнение, если долго ими попользуюсь. Как думаешь, Pocophone F2 будет? Нет, говорили, что Pocophone закрыли подразделение. Но опять же, это непроверенная информация. Сейчас вовсю суют 1440p дисплея. Да, по поводу, слышите, по поводу вот, процессоров, почему я не особо загоняю, что ставят конкретно в телефона. Если кто-то из вас примерно понимает, как строится компьютер, понятно, что нужна материнская плата. На материнской плате у нас устанавливается, допустим, вот эта материнская плата, процессор. Туда мы закидываем оперативу, жесткий диск и видеокарту интегрированную, это которая встраивается в материнскую плату, либо дискретную, это которая не вставляется в материнскую плату. Также звуковая карта либо на материнской плате, либо вне ее. И по большому счету все, устройство вывода, оперативу засунули, жесткий диск есть. Так вот, что по поводу процессора? У процессора все очень просто. Это кристалл и шина адреса, шина данных. Так вот, все эти новобонные штуки, которые сейчас перечисляют, по большому счету настроены только на увеличение, как сформулировать попроще-то? Короче, ничего инновационного сейчас нет, друзья. Вот вообще ничего инновационного. И вся эта борьба за мегагерцы – это ничего иного, как маркетинговый ход. Вот, высказался. Поэтому особо заморачиваться этим не стоит. Может быть, когда я вырасту, я попытаюсь сделать разбор, почему все это лабутень, но не сейчас. Xiaomi Black Shark – хорошее устройство для игры? Да. Мое мнение, да. Стратосы при длительных тренировках с GPS насколько надежные? Не слетают треки? Стратосы с GPS не слетают треки. У меня не слетали, во всяком случае. Не забываем прожать лайки, кто у нас новенький, кто старенький, и особенно кто подписчики. Не знаю, когда кончится стрим. На данный момент у нас по-моему, четвертый прогон, да? Четвертый прогон стресс-тестов в Antutu, 70% четвертого прогона, 69% заряда у телефона. Это прям вот космос. Мне кажется, мы до нуля его все-таки не разрядим, не сможем. Дальше. А вот я не люблю Huawei из-за плохого опыта использования. Пошел в магаз, здесь Xiaomi Redmi 5, а продавец посоветовал Huawei Y5 2008. Как и редкостное. Теперь не люблю и покупаю только через интернет.
Буду очень ждать обзор на Huawei, хочу в подарок приобрести. Вот думаю, спасибо за видео, стримы и ответы на вопросы. Вам спасибо, Ольга, что вы смотрите. Для езды на велосипеде какие часы лучше взять? Лучше взять Polar, мое мнение. Xiaomi Black Shark хороший ответил уже. Какой лучше взять недорогой стилус для рисования? DR Dread, я не знаю, мне кажется, что даже стилусы по $10, которые продаются в Китае, если вы посмотрите по количеству продаж и отзывам, я когда выбирал себе этот, допустим, читал и смотрел, ну их очень много и очень много хороших устройств, там особо не стоит даже рассказывать. Мне вот этот понравился, потому что там есть обычная ручка, это раз. Во-первых. Во-вторых, мне понравился внешний вид, его довольно сложно потерять, сложно, чтобы его кто-то у тебя взял и не отдал, потому что безусовских таких стилусов-ручек на работе у меня, допустим, ни у кого нет. Вот, кратко так. Борьба за мегапиксели приводит к тому, что снимаешь 100 фото, и они остаются в телефоне и на карте. Снимал на пленку, каждый кадр на вес золота. Да, Дмитрий. И еще потом не пересматривайте. Antutu — это программа, которая тестирует ваш телефон по полной программе, имитируя большую-большую нагрузку стрессовую. И не только. И на скорость тоже. Потом расскажу. А я вот не люблю ТТТТ, буду ждать i7 Green Tiger на обзоре. Elmi GT, я не знаю, как правильно. Напишите мне в ВК, я не знаю, что это такое, если честно. Это правда, что можно украсть деньги с помощью NFC? То есть как быть, чтобы такого не произошло? Не использовать его. Но если честно, мне кажется, что это моя фобия, Диана. А так довольно это очень сложно технически. Так. Проверяем. 46,2. 47,7. Мы побеждаем. 48. Друзья, не зря был стрим. 48 градусов. Ехехей. Это у нас четвертый прогон. И 68%. В остатке еще 13% и 2 минуты. Узнать, почему у тебя 10 миллионов. Хочешь узнать, почему у тебя 10 миллионов? Нет, мистер Лат, потому что я делаю много обзоров, поэтому у меня 10 миллионов. Если бы я не сделал 300 с лишним обзоров, у меня бы этих 10 миллионов не было. Топ-3 атлета сейчас на часы Суонто 9 бар предпочитают. Да, но, Дмитрий, у них есть либо много денег, либо второй вариант, что чаще всего у них есть спонсоры, которые эти часы покупают. Какие смарт-часы взять? Смотря для чего, Дима. Ты отвернул телефон, чтобы мы не видели его мучений. Да, Stargate, чтобы он просто фокус у меня из-за этого прыгает у камеры. А так он меньше прыгает, вот и все. Кстати, как более-менее картинка, более-менее звук или нет, пишем. Не забываем прожать лайки, 107 человек. Может быть, у нас есть кто-то новенький. Напоминаю, что на канале больше 300 обзоров. 9 из 10, конечно же, чуть-чуть негативные, но 1 из 10 вам посоветует неплохой девайс. Что наушники, что телефоны, либо беспроводные, либо проводные уши, либо накладные уши, либо кроссовки. Еще много всякого чего с Китая. Всего чего, скажем так. Скажем так, тоже теперь мое слово паразит. Но будем меня чуть-чуть прощать, потому что час... 81 минута стрима, это тоже бодро. Картинка, звук в порядке. Окей. Еще раз огромное спасибо за обзоры и стримы. Благодаря вам купил Wayfan 3, доволен как слон. Очень рад за вас. Был бы Note 7 NFC, восьмерки не нужны бы были. Скорее всего, да. Фокус с этой будет прыгать, потому что здесь девайсы, которые отсвечивают. Вот сейчас уже не будет прыгать, видите? Вроде бы все норм. Можно еще раз рассказать, очень люблю рассказывать об этих игрушках. Xiaomi 52L стоит космос. Вот. Но на стримах выглядит ничего. Мне кажется, что люди, которые мне пишут, что у меня хаос на столе все время во время стримов, немного завидуют, потому что игрушки-то топовые, и я каждый раз, когда просыпаюсь, видя их на столе, у меня поднимается настроение. Может быть, это какой-то уровень деградации к 35 годам, но в моем детстве таких игрушек не было, хотя я покупал всякие трансформеры. Ладно, не будем о грустном и о веселом тоже. Что за магазин Zoppo Pro? Понятия не имею. Так, кто В3 в чат? Не знаю, что это такое. 10 миллионов просмотров, Василий. А куртка-дождевик для бега есть в совете? Олег, моя куртка-дождевик для бега это Nike Storm Fit, и ей не соврать лет 17. Ну, не 17, но... Да нет, 17 лет. 17 лет назад я ее покупал. Все еще в ней бегаю. i1000 или i9000, что лучше? Юрий, все плохо. Ножами не увлекаешься? Нет, Ильяс, но это не мой формат, это точно про ножи. Хотя, видите, я покупаю ножи для того, чтобы делать распаковки. Буду их покупать
позже еще больше. Мне нравится на распаковках, когда прикольные ножи. Дальше, купишь Mi Mix Alpha, когда он выйдет? Возможно, но я пока не знаю зачем, потому что обзоры на телефоны у меня не очень заходят зрителю. Вот, как бы так. Думаю, что Xiaomi с новыми прошивками исправят нагрев и автономность. Вполне возможно, но не прям не супер исправят, но исправить должны, иначе все будет очень печально для нас и для вас, и для всех, кто купил данные девайсы. Стресс-тест закончен. Тут идет уже полный трэш, практически полный. Это уже у нас 4-й стресс-тест. Съела у нас 33%. Это вся штука. Температуру мы мерили 48 градусов во время 5-го стресс-теста. Напоминайте мне количество стресс-тестов, потому что я уже запутался. Вот сейчас было 4, вот это 5-й пошел. Realme — это что за фирма? Это тоже одна из дочек Xiaomi. Имеет ли смысл ставить защитное стекло на Gorilla Glass 6? Думаю, не особо. Главное, чтобы игрушки глаз радовали. Согласен. Думаю, что Xiaomi с новыми будет продаваться Mi 9T Pro. Не знаю, может быть. Vivo Z5X или Realme 3 Pro. Ни то, ни другой не тестил, Серега. Все считаю из этого. Это обрезки Xiaomi-шных телефонов. Хотя, черт его знает, чем не шутят, как говорится. Нагрев не исправят, разве что заменой процессора, да. Спасибо, что отвечаешь, пожалуйста, Лад. Что лучше взять, K20 Pro или ждать 8-ю прошку? Так 8-я прошка уже вышла. Чем Alcatel отличается от Oukitel? Понятия не имею, Alcatel тоже не топовая фирма. Артур, почему мой вопрос пропускаешь? Потому что не вижу его. Несколько вопросов всегда в тексте. Еще раз скопируйте, отвечу. Разве Realme не дочка Oppo? Может быть. Realme это не Xiaomi. Да ладно. Ну, во всяком случае, тогда он их очень бодрый клон. Смарт-часы не для спорта. Дима, TicWatch. Что стоит в левом верхнем углу? В левом верхнем углу тоже чувачокс, если вы про него. Довольно страшный. На все эти игрушки у китайцев есть мультики. Вот я 9 таких игрушек купил, никак не могу на них сделать обзор, потому что все время делаю обзоры на девайсы. Как бы так, как бы кратко. Как бы так и как бы кратко. Совсем я заболтался. Что взять до 20 тысяч рублей? Note 8 Pro, Honor 9X или Note 8 Pro? Note 8 Pro. Но лучше, чем больше гигабайт оперативы купите, тем лучше. Мистер Лад, спасибо за пожелание. Что за круглые часы? Это Amazfit GTR. Это Amazfit GTR. Always on Display завезли, но я еще не обновлял их. Вот. А это Amazfit GTS. Вот. На то и на другое у меня несколько обзоров на канале есть. Заказал, кстати, кроссовки Xiaomi Lightning по твоим рекомендациям. Видео и подошли идеально. Ильяс, я очень рад, что кроссы подошли, потому что я считаю, что я в кроссах более-менее разбираюсь, так же, как и в вот таких девайсах, про которые я сейчас рассказываю. Я предупреждаю, если я не очень хорошо разбираюсь. Я говорю, допустим, по поводу телефонов у меня отношение простое. Эта штука должна нормально играть, эта штука должна нормально снимать и довольно долго жить. И точно не лагать за свои деньги. И на данном этапе жизненного развития, кроме Huawei P20 Pro, у меня все лагает. Ну и кроме Apple 7 Plus у супруги. Каким телефоном пользуешься ты? Huawei P20 Pro. Надеюсь купить что-то покруче тоже у Huawei, для того, чтобы снимать ролики, продолжать. Alcatel или Oukitel, фирма 3-4 эшелона, совсем дно Китая. Польза.нет спутал Redmi с Realme. Redmi это Xiaomi, Realme это Oppo. Наверное, да. Да, я с Realme спутал. Но я говорю, в принципе, стримы не стоит делать такими длинными, но иначе мы не сможем с вами четко сказать, что вот этот конкретный телефон разряжается так быстро. Потому что, когда мне очень часто под роликами пишут, что польза, ты обманываешь, ты хейтишь, ты лишний раз нагоняешь на устройство, нет. Вот как оно работает, так я и рассказываю. Вот каким образом я тестирую устройство. Возможно, данную информацию в следующем каком-то обзоре на данный телефон я буду использовать, а в подтверждение у меня будет стрим. Благодаря вам я могу вот просидеть там 1,5 часа и посмотреть, как он благополучно греется. Стратосы или GTS? Однозначно, Дима, Стратосы, потому что на них можно повесить нагрудный датчик. Не забываем прожать лайк, кстати. Так, фокус прыгает из-за глянца, вот благополучно из-за того, что телефон у нас отсвечивает. Поэтому и фокус прыгает и из-за часов, и из одних, и из-за вторых.
Давайте вот так сделаем. И он не будет прыгать, видите? Ну, будет прыгать, но значительно меньше. За честные обзоры лайк, спасибо, что смотрите. Можешь за одной точке фокус зафиксировать. Я сейчас попытаюсь, но мне кажется, что я не понимаю, как, если честно. Так. Не могу. Можете посоветовать, кто знает, как стримами управлять на андроиде через обычный YouTube. Вот я не знаю, поэтому, к сожалению, фокус прыгает, но в разы меньше, чем раньше. Дальше. Как относится к Wi-Fi 6? Никак. И меня и мой Wi-Fi устраивает. Realme, Oppo, Vivo и OnePlus — это все BBK. Может быть, Сергей не проверял. Гигагерц, окей. Сколько ты уже по времени заряжаешь его? Сколько он будет еще держать заряд? Я уже его гоняю 80... Сейчас сколько стрим идет, столько мы его и гоняем. 89 минут. Это уже, по-моему, 5-й стресс-тест. У него осталось 64% заряда. И сейчас мы проверим, насколько он у нас нагрелся. В прошлый раз у нас было 48 градусов. Так. 47. В общем, проще говоря, около 47. Думаю, всем было видно. Кто подписан, ставим лайк. Нет, не надо ставить... лайки, да, спасибо. Я не ослышался, на GTR завезли Always On Display, просто зритель вроде бы да, но я пока его не обновил. Меня все просят его обновить, но у меня нет пока времени. Вот сейчас, может быть, стрим закончится, я их наконец-то обновлю. Я говорю, я 2 суток опять был на работе, у меня работа довольно такая энергозатратная и время затратная. Крайне, скажем так. Кто лучше, Wavefan 3 или Pop 2? По звуку мне больше нравится Pop 2, по громкости Wavefan 3 выигрывает. Хотя Wavefan 3 по форме очень сильно походит на них. Ручная съемка может помочь для фокуса, если доступна утила на стриме. Нет, у меня утилы вообще никакой нет. У меня только вот стандартные средства. Есть выключить микрофон, включить вспышку. И различные фильтры, которые я не собираюсь использовать, потому что мне кажется, что ничего хорошего из этого не выйдет. Хотя сейчас посмотрим, подождите. Сияние 8 мм, рассвет, точка, хроника. Не надо. Общаемся. Есть ли Xiaomi кроссы с мембраной, чтобы в дождь не мокли? Есть, но они не для бега, они такие, для больше прогулок. Хотя они позиционируются для бега, но я смотрел, как они выглядят, я бы в них не бегал. Можно сказать, по сколько процентов за стресс-тест улетает? По-разному, поэтому я не могу сказать. На данный момент, говорю, за 4 стресс-теста ушло 37%, за 4,5 стресс-теста ушло 47% заряда. Первый раз 6% ушло, по-моему, второй раз 7%. Вот как-то в этом-то и смысл стресс-тестов, чтобы понять, что поскольку он съедает. OnePlus 7T Pro, которые скоро выйдут, красавчики. У них вообще у OnePlus все телефоны красавчики. На GTR завезли Always On Display, значит на GTS тоже будет. Если Xiaomi кроссы с мембраной, ответил Ольга. А у кого лучше микрофон, Wavefan 3 или Pop 2? Или одинаково? По мне одинаково. Mi 9T или Redmi Note 8 Pro? Я за Redmi 8 Pro только исключительно из-за камеры. Они, по моему мнению, снимают очень хорошие видеоролики, но со мной никто не согласен из русского интернета, как вы видели в обзорах, все их хейтят. Все восхваляют фотографии, которые, по моему мнению, опять же, довольно не топ на этом телефоне, а вот видео топ. Стрёмно кроссы все же заказывать с Али. Согласен, если у вас есть возможность в Москве или в Питере пойти в сток, лучше купить там и померить обязательно. Привет, MSFit Smart Sport Watch 3, есть уже предзаказ? Нет, 26 числа будет только предзаказ. Модель не помнишь, кросс или 23-го? Кроссовок с мембраной? Нет, они всего одни. В какие игры играешь, мистер Лед? Последний раз я играл на стриме в воскресенье, вот и все. У меня нет времени играть в игры, к сожалению. А так в PUBG. Подскажите, а как называются кроссы? А возможно ли включить Always On Display на Mi Band 4 доп. Программами на телефоне? Stargate на данный момент, как я знаю, нет. Но они увеличили хотя бы с 3 секунд период работы экрана. 90 человек на стриме, не забываем прожать лайк. У нас сейчас идет стресс-тест телефона Redmi Note 8 Pro. Уже 5-й прогон стресс-теста. 63% осталось, то есть у нас 37% зарядов съело почти 5 тестов. Ну, посмотрим, сколько съест 5 тестов. На данный момент первый раз съел 6% заряда, первый стресс-тест на 15 минут. Вот сейчас
поедать стресс-тест начинает батарею быстрее. 47,4 первая температура была, довольно много. Прямо уж совсем много, но вот так. Так он его постепенно поедает. Посоветуйте какие-то смарт-часы. Amazfit Bip, если 4000 рублей, Amazfit Stratos, если нужно бегать с нагрудным датчиком, и Verge Amazfit, если вам хочется в программках полазить. Wayfan 3, микрофон очень плохой. Сергей, они во всех вот такого рода наушниках плохие. Привет, телефон как ощущается в руке? Большим. После Redmi Note 7 одной рукой я им управлять не могу. Неудобно. Так, дальше. Удачи тебе, дружище, отличный канал, спасибо за труд. Спасибо, Александр, что были на стриме. Я думаю, мы до 50% доведем, или хотя бы там, не знаю, сейчас посмотрим. Но я согласен с тем, что стрим нужно заканчивать, потому что как-то все это долго очень получается. Я надеялся, что он быстрее разрядится. Almit вот как по мне лучше, чтобы на часах лучше взмах работал, чем Always On Display. Может быть, но по мне лучше Always On Display, потому что когда ты бегаешь, очень неудобно, если часы нужно нажимать на кнопку, либо дергать, либо хотя бы Always On Display завести, когда у тебя часы в режиме бега. Сегодня видел новость, что добавили украинский язык в Mi Band 4, как на фото рекламирующий это слово ошибкой, просто буква «и» заменена на «ай». Ну, норм. Так, что еще у нас? Какие-нибудь есть еще вопросы по девайсам? Подставка, как вы видите, IKEA, то есть все просто. У меня есть несколько подставок под телефон, и чаще всего на стримах использую ее, потому что она самая удобная. И как угол, и как внешний вид. Довольно так приличненько и экономно. Здравствуйте, протестируйте кроссовки от Xiaomi прозрачные, выглядят бомбически. Андриана, я уже ответил, что у меня размер ноги 285 мм, не смогу я их протестить. А вот Som TV01, так ли они хороши? Мне понравились. Я свое мнение, когда высказываю, я его редко меняю, в худшую сторону это точно. Вопрос много пальцев мало. Вопросов много, пальцев мало. Ну, скузи. Достань, пожалуйста, на обзор Realme XT. Это прямой конкурент Redmi Note 8 Pro. Сергей, мне его надо не доставать, мне его придется покупать. Так же, как Redmi Note 8 Pro. Покупал. Что взять, Redmi Note 7 или 8 Pro? Redmi Note 8 Pro, потому что он лучше ТЧК. Но если между Redmi Note 7 и Redmi Note 8, я бы взял Redmi Note 7, но в топе. Потому что они примерно одинаковые. Вы Bluetooth колонкой пользуетесь, будет ли обзор? У меня несколько обзоров на канале на Bluetooth колонки, и пользуюсь я сейчас двумя колонками. Это в кожаном переплете в октябре прошлого года JZ, по-моему, 22, абсолютно непопулярная колонка, 3000 рублей стоит, пользуюсь ей. И вторая колонка — это Divum с квадратиками для сына, ему очень сильно нравится. Realme XT вроде только вышел или даже не вышел, вроде бы не вышел, по-моему, хотя я не особо за ним следил, это не такой хайповый аппарат, как Redmi Note 8 Pro. Есть ли предпочтение в стеклах, чехлах? Возможно, какие-то бренды проверенные знаешь. Game World. Я на 8 Pro Nilkin заказал стекло. Стоит космос. 670 рублей мне с доставкой вышло. Так стеклами, в принципе, не пользуюсь. К сожалению, не могу показать вам, что у меня с Redmi, с Honor P20 Pro, моим основным телефоном. Он раздолбан в двух местах, просто очень сильно мрачно. Выглядит, как будто телефон стоит 5005, но снимает он неплохо и работать с ним удобно все еще. Поэтому вот так. Ни разу не клеил на телефоны стекла. Вот это будет первый телефон, на который я какие-то стекла поклею. Realme XT вроде вышел или даже не вышел, не знаю. Почему ASICS гель Kiana стоит где-то 6 рублей, а где-то 9? Потому что, Ильяс, есть, во-первых, подделки, а во-вторых, где-то есть распродажи, и у кого-то кончаются уже размеры, непопулярные размеры продают дешевле. Значительно. Здравствуйте, все, кто смотрит Mi Band 4, кратко, плюсы и минусы. Валерий, там кратко не расскажешь. GPS нет, минус значительный. А плюсы все остальные. Можете посмотреть несколько обзоров на канале, включая стримы по поводу него. У меня очень много роликов. Всем советую по поводу таких девайсов смотреть в первую очередь не обзоры, а обзоры настройки. То есть, допустим, на
Mi Band 3 у нас есть настройка на канале, и она длинная, но вы как только посмотрите настройку на любой девайс, будь то BIP, GTS, там, GTR я сделаю еще настройку, вы поймете, какие там функции есть, тем более я все расписываю, пусть они одинаковые, но вы узнаете, нужны вам эти наушники-телефон, браслет или нет. Дальше. У меня Redmi 4A до сих пор. Ну и норм, Рената, зачем вам что-то лучше? Если не лагает, то вот и все. А беспроводные портативные колонки не очень дорогие, посоветуешь? Серега, есть на канале дешевые достаточно колонки. JBL-евскую можно в районе 1000 купить, вот эту маленькую, и все. HTC Oculus Rift планируешь покупать? Не знаю. Напиши мне в ВК, но скорее всего нет. Ношу MSFit BIP, на что перейти дальше? Не бегаю. Вот на MSFit GTS, когда выйдет глобалка, посмотрите, может они вообще будут в районе 6000. Аппарат мне очень понравился. Понятно, что у меня никогда не бывает супер восторженных обзоров на аппараты, что из разряда бегите, покупайте, потому что тем более сейчас только китайская прошивка на ней, а глобалки нет, но очень крутые часы, прям вообще. Вот не хватает эмоций, потому что уже очень много времени прошло, и 5-й стресс-тест прошел тоже, тротлинг тот же. Пока ничего мрачного нет. Это 5-й раз, 40%, 5 заходов у нас съело. Начинаем 6-й. Серьезно мы с вами занялись сегодня стресс-тестами. Не забываем проставить лайки, потому что 100 человек, я уверен, что кто-то забыл за вот наш такой серьезный подход из разряда «Сколько будет жить батарея в Antutu в стресс-тестах?». Может быть, до конца мы не дочитаем, но, мистер Лат, ваши сообщения, возможно, YouTube банит. Я их не вижу. Другие аппараты насколько уходили в ноль при подобных тестах? Desux, на стриме первый раз я делаю подобный обзор. Вы можете посмотреть обзор на Xiaomi Mi 9. Вот. У меня он был на канале как раз по поводу того, сколько он может жить в стресс-тестах. Вот там я четко рассказал. Так не помню, но намного быстрее умирал. Неплохая Bluetooth-колонка Venstar покупалась за крепление в комплекте на руль велосипеда. Отлично играет, громкости достаточно. Пошел смотреть колонку. Доброй ночи. Доброй ночи, Серега. Здесь несколько колонок на канале, посмотрите. Меня умный будильник разбудил в 3 часа ночи, в 0:30 заснул. Больше не включал. Stargate и правильно. MSFit Verge или Stratos 2? Stratos 2, чтобы бегать Димой и вешать нагрудный датчик. Плюс они очень круто выглядят. Опять же, по моему мнению. Ренат поставил спасибо. Стрельба по мишеням, проверь температуру. Окей, это нас уже, по-моему, 6-й стресс-тест, правильно? То есть уже бедный телефон у нас, или 7-й? 48,2 максимум было. Ну, разгоняем потихонечку температуру. Заказал Mi Band 4, вот жду, когда придут. Но смущает, что начали подделки делать. И чё, переживаю, если что. Вы не переживайте, если что, просто вернете деньги и все на Алиэкспрессе. Это очень быстро и просто. Главное, не забывайте снимать распаковку на видео. Обязательно. Дальше. Что думаешь, Xiaomi допилит еще что-то на Redmi 8 Pro, чтобы оптимизировать работу камеры? Ну или автономности? Я думаю... Да, по-любому будут допиливать, Влад. Они всегда сырые продукты выкидывают, но надеяться, что там будет что-то мега-топ, я не стал бы, потому что вот как все пишут, что вот они тестируют на нас, а потом выгружают. Нет, если посмотреть, сколько они фотографий выгрузили данного аппарата в сети, особенно среди тестирующих индусов, то их космос. То есть по большому счету они нормально прогоняли аппарат на руках. Вот, OnePlus 7 или Mi 9T Pro? OnePlus 7, наверное. У тебя стопа 185 мм, Xiaomi кроссовки 45 размер заказываешь? Да. Почему 145? 240? Да, 185 мм. Я уже заговорился, Ильяс. Да, 45-й. Stargate 6. Что 6? Что лучше взять? Xiaomi Redmi Note 8 или Honor 9X? Если просто между восьмеркой и Honor 9X, я бы Honor 9X взял. Если между прошкой, я бы прошку. Так, у подделках нет сенсорного экрана. Нет, Stargate есть. Ты спать не хочешь? Еще как хочу, мистер Лад. Stargate, он не сенсорный. Но почему же не можешь показать Huawei? Сфоткай на Redmi Note 7 и покажи. Кстати, лайфхак. Вот видите, Лонсек, почему нужны подписчики топовые? Потому что мозга уже не хватает
после работы 2 суток на стриме, после того, как сделал обзор, еще и мыслить, как показать вам, что у меня с телефоном. Так, очень сильно долго грузится чего-то. Вот не люблю свой Redmi Note 7, дико мрачные тормоза, потому что я купил его с 4 гигабайтами оперативки и проклял, с 3, по-моему, или с 4, минимально сколько там, по-моему, 4. Так, стоп, не то. И это раз фотка. Жестко лагает, просто. Жесточайшим образом лагает камера. Сейчас пытаюсь сфотографировать, не думайте, что я исчез. Можешь сказать про Poco, Xiaomi и Black Shark. Если вам нужно использовать телефон для игры, лучше Black Shark покупать. Вот, это мое мнение. Пока у меня дико глючит телефон, в общем, не могу пока сфоткать. Я думаю, сейчас сфоткаю, но не все сразу. Дальше Amazfit Verge или Stratos 2, сори, у тебя был обзор, спасибо. Ну, отлично. Да я уже даже не помню, что у меня был обзор на них. Наверное, спрашивало много людей, поэтому я и сделал обзор. Сейчас я вам покажу, что у меня с телефоном. Вот это раз. И сейчас второй покажу. И 2. Ну и, соответственно, трещины по всему экрану. Дальше, друзья, не забываем прожать лайки. Может быть, 250 все-таки наберем. И не относитесь к этому как к попрошайничеству, это как мотивация, чтобы не заснуть. 4 диза уже норм. Мажор я все еще на Honor 4C. Лаки, я думаю, вам и не 35 лет. Всем пока, спокойной ночи. Стрельба, спокойной ночи. Meizu 8X или Redmi Note 7? Не скажу, потому что Meizu не тестил. Но я бы выбрал Redmi, но минимум с 4 гигабайтами оперативы. Да, минимально 3 гига, значит у меня лонцик 3 гига, и это печально. Вот не берите никогда 3 гига оперативы. Чаки 33, круть, уже прожал, спасибо. Привет, наверное, возьму Note 3. Удачи, я думаю, вам он понравится. Смотрел сравнение подделки с оригиналом, это Mi Band 4, у подделки не сенсорный, только кнопка сенсорная. Очень много подделок, поэтому вы не правы, нельзя таким образом проверять. У меня есть обзор, руководство, каким образом Mi Band 3 сравнить с оригиналами. И точнее сравнить с подделкой, вот, чтобы узнать, вы можете совершенно великолепно посмотреть обзоры и решить, там одинаковый алгоритм, если честно. Бывают очень хорошие подделки. Ренат, надо донатить, можно, если хотите. Если не хотите, не обязательно, главное прожмите лайк. Будет такая вот мотивация. Думаю взять Redmi Note 8 Pro, но боюсь, что будет быстро разряжаться, из-за этого Helio M90T, что скажешь, можешь посоветуешь. Вот сейчас мы гоняем Redmi Note 8 Pro, это 7-й тест, 57% осталось, 7-й, это значит он уже бедный, у нас больше 1,5 часов в режиме стресс-теста и даже 50% батареи не съела. Это очень крутой результат. Почему с Польза.ком переименовал на Польза.нет? Ильяс, потому что очень многие почему-то мне писали, что я пытаюсь копировать Вилсу, и мне это очень сильно не нравилось, поэтому нужно было поменять название канала. По-моему, когда 10 тысяч подписчиков было, я это и сделал. Саня товары берет за свои деньги. Ренат в основном в 99% случаев да, нет, но у меня есть засланные товары, я говорю об этом. Вот. На код надо смотреть сбоку от капсулы. Не всегда Stargate есть и с кодом. Дальше. Go 240-250 и конец стрима. Ладно, но вы можете в любой момент уйти, поэтому ничего страшного, если вы нас покинете, можете потом посмотреть. И спасибо, что были, вообще всем спасибо за то, что пришли на стрим и спрашиваете что-то у меня, на что я могу ответить. Либо не могу, но чаще, как вы видите, могу. У меня Mi 5 норм на 820-м Snapdragon. Snapdragon вообще норм. Мы тут до конца жгем Stargate. Окей, как решите, так и будет. Вот. К сожалению, что? К сожалению, осень у нас. Как ремешок миланский, петля по удобству. Лаки, всегда он удобен, но обычно он удобен только если он с нормальными аппаратами в плане часов. Если у вас, у меня были, по-моему, на обзоре несколько часов с миланским ремешком, и он прям был мрачный, потому что были очень тяжелые часы, они были сами по себе неудобные, во-первых. Во-вторых, мне кажется, что он влияет на компас, если уж вы совсем что-то топовое берете. Какой-то ноунейм. Игноришь? Нет, не игнорю, не успеваю прочитать. Покупать Mi Band 4? Конечно, покупать. Я что-то пропустил, был разговор по поводу подделок Mi Band 4. Да, Владимир, был. Но там все просто, как у Mi Band 3.
Дальше для MOSFET BIP Lucky, да, ну, GPS будет подглючивать, мне кажется, хотя не факт. Был ли у вас опыт эксплуатации часов Pebble? Автономность хорошая? Нет, DIS не был, они слишком дорогие для того, чтобы я благополучно их тестировал. Как ты читаешь сообщения до того, как они в чате появляются? Это просто, не знаю, это просто медленнее идет стрим, вот и все. Алексей, Redmi Note 8 Pro нормальный, более чем, учитывая то, каким образом он переживает наши стримы. Это, по-моему, уже шестой, точнее не стрим, а стресс-тест. Это шестой или седьмой стресс-тест? Я уже запутался, товарищи. По-моему, шестой. И все еще 55% заряда, это очень круто. Мне кажется, мы не досидим до нуля сегодня. Еще учитывая, что люди уходят, я понимаю, что всем нужно спать, а маленькая тусовка сидеть и смотреть, как это дело разряжается, ну, как минимум, неразумно. 48,3%. Ренат, огромное спасибо за поддержку финансовую, тем более. Что у меня с автофокусом? Все стандартно, отблескивают аппараты, телефон, часы, и поэтому он прыгает. Во-первых. Во-вторых, это телефон. В-третьих, я купил уже камеру, для этого совершенно великолепно. Скоро у нас будут стримы без прыгающего фокуса, но если фокус будет прыгать, тут уже ничего не сделаю. Это вам, Александр. Спасибо, Ренат. Какие наушники лучше, QCY T3 или AirDots и чем? QCY T3 хуже, потому что у меня есть на них обзор, они меня разочаровали. Очень сильно меня троллил сенсор, плохой сенсор, очень плохой. Калининград смотрит, можно продолжать стрим. Дис, ну да, смотря сколько человек в Калининграде смотрит, потому что нас 80. Каким кэшбэком пользуешься? Ильяс, я не пиарю кэшбэк, у меня есть в описании тот кэшбэк, которым я пользуюсь, у меня никаких с ним финансовых отношений нет. Вот. Расскажи про анонсы Xiaomi. Не хочу, Серж, это все вот на данный момент я считаю, что это легкая форма балабольства. Пока я не настолько сведущ в Xiaomi-шных девайсах, если у меня будет к ТЗ доступ, я сейчас объясню чуть-чуть, почему я не делаю этого. Потому что когда ты большой канал, тебе сами производители скидывают техническое задание на продукты. То есть я бы знал вот все, что вам нужно рассказать, делая выводы не из какой-то одной бумажки, что из разряда «вот тебе бумажка, там стоит здесь такой-то процессор», а полностью тесты, примеры и т.д. и т.п. А пока у меня этого нет, пока у меня нет технического задания от этих брендов, ну зачем мне вас вводить в заблуждение тем, что я супер разбираюсь? Я уверен, что я знаю, что каналы большие, имеют техническое задание с примерами тестов от больших производителей, и вот это круто, когда они объясняют что-то. Опять же, пока это до вас дойдет, ну, до рук ваших дойдет, возможно, 300 тысяч раз все изменится. Лучше вот аппарат, вот тест. ТЧК, там, сколько у нас? 6-й раз мы тестируем, или 7-й? По-моему, 6-й. Курс с тобой, спасибо. Одесса со мной, спасибо. 111 минут стрима, пока такой он лайтовый, но спасибо, что смотрите и спрашиваете. Ну как, сколько Redmi Note будет держать заряд батареи? Больше 2 суток. У Xiaomi очень много дочерних компаний, просто море, Ренат, больше 80. Stargate 21, 23, 21, у меня то же самое, Москва. Задняя крышка сильно маркая, безумно, Андрей. Мало того, что она маркая, на нее моментально садится пыль. Вот я уже на стриме 3 раза протирал, и все печально, все мега печально. А в Калининграде все зависит. Все ненавидят Почту России. ДИС не только в Калининграде не очень сильно любят Почту России. Я вам открою страшный секрет. Мне кажется, Почта России сама себя не любит. У меня 3 часа 21 минута, самый поздний стрим. Алекс, чем вы занимаетесь там, признавайтесь, по ночам. На 100К будет стрим? Ну, Влад, у меня еженедельные стримы по воскресеньям, иногда по субботам для розыгрышей. Но сейчас у нас стрим, посвященный 10 миллионам просмотров, это раз. И два, тестом аппарата Redmi Note 8 Pro на 8 гигабайт оператива. Вот, если кратко. Кто новенький, не забываем подписываться, прожимать лайки, если вам нравится такого рода формат. Спрашиваем, что вам интересно. Все, что есть на канале, это больше 300 обзоров на различные девайсы, в основном дешевые. Есть ноунеймы, есть и большие бренды, начиная от пионеров, не знаю, там каких-нибудь гарминов и заканчивая ноунеймами. Когда год назад я делал про MSFIT обзоры, это были ноунеймы. Сейчас это уже топовые товары.
Дальше. Думаю заказать Xiaomi Antelope по вашим видосам. Мне кроссы для пеших прогулок. Бегать не собираюсь. Или что-то другое посоветуете? Да, Приходько, я посоветую вам сходить в магазин и померить, потому что под пешие прогулки я уже рассказывал, по-моему, на одном из стримов. Могу еще вам раз рассказать и лучше рассказать для тех, кто выбирает обувь. Вот я, как человек, который убивает обувь ежегодно в больших количествах и много-много хожу, ввиду того, что у меня нет машины, я очень советую вам идти в большой-большой магазин из разряда Меги в Петербурге и мерить, идти кроссовки во всех фирмах, спортивных желательно. И притом не обязательно для ходьбы, но и беговые. Я когда выбирал себе кроссы, я выбрал в прошлом году такие кроссовки, как Under Armour Run. Они тканевые, и я у них перемерил, наверное, модели 7, мне подошли всего одни, до этого мерил New Balance и все подобное. И очень рад, что купил эти кроссы, уже второй сезон хожу, не считая тех, что я тестирую, конечно. Очень сильно понравились мне еще кроссовки и для бега, и для ходьбы. Это последние Xiaomi-шные, а-ля Xiaomi-шные за 4500 рублей. Посмотрите на канале, возможно, они будут дешевле. Конечно же, оттуда нужно вытаскивать сенсор, чтобы он не мешал. Вообще очень советую. Вот, кратко. Советую мерить сначала, до того, как купить. Иначе может очень сильно не повезти. На Redmi Note 7 обзор есть? Да, есть, и не один, мистер Лад. Вы что, не хотите в города играть? Ну, ничего, я за вас отвечу. Нет, не надо Stargate. Это будет слишком много спама для канала. Влад Кинг, памяти много не бывает, согласен. Какую версию выбрать? Redmi Note 8 Pro с 8 гигабайтами? Точно с 8. Всегда. Всегда с 8. Так, 97-98% на... Это 6-й или 7-й стресс-тест? Напомните мне, пожалуйста, кто у меня из сторожил? Потому что я говорил уже, что мне кажется, что я забуду. Так, 47,8. Пока не умирает. Про тест не забудь. Что за камера будет? Камера будет обычная Logitech и Logitech. У вас моложавый голос очень. Даша, ну какой есть, да. А когда мне было 18, мне говорили, что у меня слишком взрослый голос. Вот так оно и бывает. 7, 6, 7, по-моему. Нет, 7 тест. Ренат, все правильно. 7 тестов. 7 тестов подряд, стресс-тестов Redmi Note. Выжило 47%, съела. 7 на 8, 48. 7 на 7. По 7%, в общем, проще говоря, поедает. Вот, на 7%, по 7% поедает. И вот такой вот тротлинг пока не эпичный. 8-й стресс-тест. Понеслась. Не знаешь ли возможность поставить на кастомную прошивку на телефон Xiaomi Redmi Note 8? Будет ли он такой же ситуации, как Redmi Note 5, когда при прошивке становится кирпичом? Хоть и for life, по поводу всех перепрошивок ваших девайсов, хочу сказать вот что. Любой девайс при перепрошивке может умереть. И не обязательно Note 5 это или яблочный девайс. Прошивка это дело такое, никто никогда не рекомендует делать прошивки. 8-й тест, да, поехали, посмотрим, что будет. Для всех новеньких еще раз привет, для всех стареньких спрашиваем, что вам интересно, для всех стареньких-новеньких могу рассказать о чем. О том, что следующий у меня, вот сегодня был обзор у меня на вот эту поделку AirPods вторых, заряжаются они и от беспроводной зарядки тоже, в обзоре на 4 минуты это есть. Завтра постараюсь сделать обзоры, послезавтра выгрузить сравнение GTS и GTR. Не факт, что получится, но я уверен, что постараюсь. Из того, что есть у меня на канале, самое интересное, я считаю, это обзоры на часы умные, которые для многих умными не считаются, и на телефоны, потому что мне кажется, что я как пользователь, а я обычный пользователь, максимально объективно отношусь к возможностям-способностям аппаратов. Хотя все относительно. И у меня нет, самое главное, надежды или желания вам их продать, потому что если у вас, опять же, есть Redmi Note 7 на 4 гига, только не на 3, вы просто смотрите видосики и все, и можете установить Gcam себе, то вам ничего лучшего пока не нужно. Когда выходит глобальная версия Amazfit GTS? 26-го. Тебе надо расширять команду. Не, точно не надо. Пока все нормально. Неплохо у меня МТК Helio X20. 25-30% за тест кушает. Да, пока видите, что все good. Это 8-й тест, и даже 48% всего за 7 тестов съела, даже меньше. Будет больше видео, Ренат, у меня их и так слишком много для канала. Посмотрите, как выгружают обычно ролики, у меня слишком их даже много. Я бы у вас купил, если бы были возможности. Stargate, я пока не горю желанием продавать данный девайс, у меня еще есть планы на его тестирование. И также использование во время стримов, плюс во время съемки, собственно, роликов,
как вы видите. Как думаешь, стоит ли покупать Mi 9 в середине 2020 года? Думаю, нет, агент, 100%. Почему в обзоре на Redmi Note 8 Pro ты говоришь, что он не подходит для геймеров, хотя в Antutu набирает 280К? Потому что тротлинг довольно большой, опять же, по моему мнению, субъективному. Вот вы видите, что сейчас происходит при стресс-тестах, по моему мнению, это довольно так нехорошо. Можно за эти же деньги с худшей камерой купить лучший девайс по скорости. Лаги в нем Mi 9 5G. 5G это... А зачем 5G? Зачем переплачивать за 5G, если у нас его нет и вряд ли будет? Какие наушники беспроводные до 25 баксов посоветуешь? Вы не смотрите сравнение, Анатолий, вы посмотрите топ-10 на канале до $20, либо купите Halo GT, которые тоже являются дочкой Xiaomi, либо выберите что-нибудь из этого топа, вам 100% будет все норм. У меня 48% совпадание с чем? Лаги в нем, не понимаю, о чем вы, но окей. Раньше стримы были по выходным, сейчас в будни заработок только с YouTube идет. Нет, Ильяс, просто идея, почему не пообщаться по поводу нового девайса. Вот. Как бы так. Если вам не нравится, вы пишите, что стриму не нужны польза, давай не стоит. Тем более со стрима я ничего не имею, вы посмотрите количество просмотров. Вот. Как бы так. Стрим — это в первую очередь общение с подписчиками, такие как вы, для меня. Если вы считаете по-другому, напишите, подискутируем. Нет, насчет прошивок ты немного не понял. Не будет ли в анти-роллбэк на Xiaomi Redmi Note 8, который не позволяет ставить кастомные прошивки, как и было на Redmi Note 5? Вполне возможно будет. И это будет очень печально, потому что, возможно, они из-за процессора испугаются кастомных прошивок. Какой будет лучше для игр за такие же деньги? Покафон, мне кажется, лучше. Через 5 или OnePlus чуть-чуть добавить, купить. Через 5-10 лет с 5G стоит брать, ну, или 7-8G. А когда глобалка Note 8 Pro, не в курсе случайно, 26 сентября, или 23 или 26, по-моему. Сколько он будет стоить в магазинах России? Андрей, даже думать не хочу, потому что я не покупаю ничего в России. На стриме мы общаемся. Да, Ренат, все правильно. Мы рады с тобой поговорить, ты очень удивительный стример. Stargate, вы удивительные подписчики, поэтому у меня все норм со стримами, вот и все. Потому что я сколько в жизни раз не пытался смотреть стримы других стримеров, точнее не стримеров, других блогеров, потому что можно уже назвать меня блогером, мне они не очень нравились. По многим причинам, в первую очередь, наверное, мат. А так все остальное относительно все мы люди. Все можем ошибаться, тем более на стримах. За эти 2 часа, мне кажется, я очень много чего лишнего наговорил и кое-где поошибался, это 100%. Так, спокойной ночи, я завтра посмотрю, пока. Мистер Лад, спокойной ночи. Mi 9 уже есть, как там обычный 855 Snap, скоро будет презентация Mi 9 5G, и вот в этом телефоне будет Snap 855 Plus. На 1-3 дороже стоить будет. Ну, может быть, Gcam работает. Здесь, да, здесь я не считаю, что он нужен, у меня и стоковая камера работает топ. Это кто здесь стримы не любит? Лонцик, ну вот кто-то не любит, видите, 4 дизлайка. Продолжайте делать стримы, али не полезно. Спасибо всякое, Смирнов. Очень странное у вас имя. Ильяс, не, стримы очень даже нужны. Окей. А Google камера работает? Уже ответил, что даже не пытался ставить. Меня устраивает обычная. Дальше. Люди, вы куда? 71 человек. Stargate. Когда-то у меня на стриме было 30 человек. Я считал, что это много, и начинал его, когда было 50. И я считаю, что 71 это прям 74 уже. Это очень много, но не забываем из новеньких прожать лайки, посмотреть на канале больше 300 обзоров, спросить что-то, что вам интересно. И напоминаю, что у нас сейчас 8-й прогон стресс-теста для Redmi Note 8 Pro, 49% заряда осталось, наверное, мы на этом и закончим. Почему? Потому что, ну и так, понятно, что телефон держит прям вообще по полной. Поиграй сейчас в какую игру на Note 8 Pro? Нет, агент, смысла нету, мы и так видим тротлинг, но пропаданий жестких нет. Это раз, а два, мы и так поняли, что батарея держит, прям тащит, я бы сказал. Что лучше взять, Black Shark, Asus Por 2 или OnePlus 7 Pro. Я обещаю, что мы с вами сделаем в каком-нибудь параллельном стриме с чем-то полный прогон батареи попозже, когда прошивка выйдет, может через недельку, через 2. И проверим вот прям на 100%. Но и так неплохо проверили. В моем понимании телефон прям по полной тащит. До полтинника он пока у нас не разогревался, это раз. 2, на 8 стресс-тестов это прям очень бодрый результат, и максимум он показывал 48 градусов, 48,2.
И напоследок, Redmi Note 8 Pro будет лучше до 18 тысяч среди всех смартфонов? На данный момент, по мне, да. Если во время презентации в России цены объявят, как при начале продаж Redmi Note 7, будет неплохо. Я тоже на это надеюсь. На тебя подпишусь, но делай больше видеообзоров всяких телефонов. Агент, ну, как получается, потому что телефоны это дорого, а смотрит их немного людей. Агент, спокойной ночи. Алексей, там не работает Gcam на Mediatek, но пока нет, может быть что-то изменится. Ты будешь им пользоваться как основным, повторяю, нет, я буду пользоваться только Huawei по 20 Pro, либо дальше там какой-то подобный. У меня есть ручка Xiaomi, Ренат, у меня несколько ручек Xiaomi, и, кстати, есть несколько еще и обзоров на них. И заказал я прикольную ручку Xiaomi, которую можно вставлять телефон, на нее, наверное, даже сделаю мини-обзор на 2 минуты. Что за стресс-тест? Это имитирует полную нагрузку аппарата, для того, чтобы мы понимали, как долго аппарат может жить, допустим, в том же PUBG. То есть аппарат грузится по полной программе, и мы смотрим, как у нас есть пропадание или частоты в процессоре, до какой степени разогревается аккумулятор и внешняя часть телефона. На данный момент это 48,2 градуса, но мы его гоняем уже 8-й раз подряд. Что довольно круто, и за 8 раз 52% это тоже очень круто. То есть по большому счету у нас телефон живет в режиме стресс-теста уже 2 часа. Проще говоря, 4 часа в PUBG на нем играть можно. Сделай на ручку обзор, пожалуйста. Ренат, несколько обзоров на ручки Xiaomi были. Посмотрите. Ребят, давайте добьем до 350 лайков. Да не, ну до 350 вы не добьете, но до 300 даже в количестве 70 человек более чем реально. Дальше, а почему ты ничего про звук наушников не сказал из прошлого ролика AirPods? А я сказал, что такие же, как в обычных, хороший звук. Это вкладыши, здесь басов топовых нет. Если сравнить с оригиналами, там ширина сцены меньше. Ну, не знаю, как будто звук чуть-чуть урезан. Но звук хороший, то есть ничего не шипит, ничего не фонит. Вот кратко так. Так, что лучше взять, Black Shark, Asus ROG 2 или OnePlus 7 Pro? Если вам нужно играть, я бы взял Asus ROG 2 или Black Shark. Наверное, Asus ROG 2 бы я взял, потому что он более интересный для меня лично. Про ту ручку, которую ты говорил, окей, будет. One Fender Like, спасибо за лайк, которая вставляется в телефон. Ну да, нет, не вставляется, а правда 20К, я считаю, что прошка будет одна из лучших. Интересно, когда кассир решится выпустить умные часы Casio. А у них вроде есть уже даже, кстати, умные часы. Хотя не такие, не на 100% умные. Когда старт продаж в России Redmi Note 8 Pro? Я думаю, когда глобалка будет 28 сентября, вот там плюс-минус недельку. Дженника, спасибо вам, спасибо. Дальше. Вопросов нет? Вопросов больше не имеем. Давайте, остается 29% последнего стресс-теста. Можем еще прогнать Вантуту. Давайте решим так. Мы делаем последний стресс-тест, прогоняем Вантуту в обычном тесте на производительность и смотрим, что у нас телефон покажет после того, как мы его погоняли по полной программе. Сколько баллов. И пока у нас 48 градусов, образно говоря. 48,1 максимум показывает. 48,6, 48,8. 48,8 градусов. Более чем, но пока все в пределах терпимого. Видел, что распаковка написал тебе в комментарии под R2. Нет. А мне что-то там пишут под коммент. Да ладно, большие каналы мне что-то пишут в комментах. Это очень круто. Но вообще он меня не особо... Я не знаю, в чем может быть прикол, что писать другому обзорщику. Так. Вы уверены, что он мне что-то написал? Он бы был, мне кажется, в топе по лайкам. А пока я не вижу вообще ничего. Можете продублировать. Что-то плохое или хорошее? И что, он реально смотрит мои обзоры? Мне кажется, очень сильно вряд ли, что у канала, имеющий 300 тысяч подписчиков, будет смотреть чьи-то обзоры. Как вы думаете? О, да ладно. Да ладно.
Да ладно. Ох, ох, как бодро. Вот. Ну круто. Чего? Вы ощущаете? А, кстати, Владимир, ну, если уже на то пошло, то как бы так сформулировать? Да я даже не буду формулировать, но это очень круто, что меня смотрят такие большие подписчики, такие большие блогеры. Ощущаете? Он смотрит иногда других блогеров. Ренат, ну, значит, он очень крутой, потому что у меня нет времени смотреть блогеров. Вот что я работаю. Вот, во-первых. Во-вторых, прошлые наушники мне заслали, я уже писал. А по поводу этих ушей я еще раз повторяю, что я их купил. ТЧК. Нет, Алекс, еще раз повторяю, что дело в том, что по поводу любых копий AirPods, получается, вот за 4500, которые мне присылали, помните, последние, вот эти реально присылали, чувак, вот те вообще топом были. И опять же, даже если вы покупаете подобные наушники, нужно всегда понимать, что это 50 на 50, они либо будут нормально работать, либо не будут нормально работать. И давайте тогда... Давайте что-нибудь интересное сделаем, давайте я именно их и разыграю. Ты работаешь, а распаковка, 2 упаковка в оркестре играет. Ну, круть. Да тут много всяких факторов. Наверное, давайте так, честно. Вот, я не знаю, как сделать так, чтобы вы уверены были, что это эти наушники. Да, я думаю, зачем мне обманывать. Хорошо, я их разыграю. Ну, потом. Окей, на следующем стриме объявлю, каким образом разыграю. И человек, который их получит, единственное, у него будет миссия через неделю написать, как они ему, норм или нет. Вот. Прямо я в шоке. Наверное, это все-таки, товарищи, начинается у меня популярность. Как тебе кроссовки Adidas? Купил с подошвой Boost, классно амортизирует, мягкая подошва. Может, что-то по цене дешевле и качество лучше. Стоков нет и особо сравнивать не с чем. Adidas всегда топ, Валерий. Просто у них не топовые цены. Оставишь на них автограф. Вот сейчас могу, но я не знаю, каким образом. Давайте. Не, видите, тут не написать нигде ничего. И не написать нигде ничего. И... Ну вот, особенность вот здесь, видите, такая вот железная штучка. Давайте я сейчас в других аэрах. Ну, по-моему, в других аэрах нету этого. И, может быть, можно посмотреть, какие у них... Да нет, у них... Я за 4,5 штуки 100% не буду посылать наушники, так что я эти пошлю. Вы прекрасно помните, что всплывающее окно у айфона и все. Дальше смотрим. Тротлинг 8. С 55% съело 8 тестов. Это раз. Два. Что еще? Дальше смотрим. Что мы смотрим? Детали, может быть, посмотреть. Так, температура батареи 44 градуса, процессора 74 градуса. У нас уже была она больше, под 80. И вот такая вот история у нас со статистикой, кому будет интересно. И сейчас проведем тест, последний тест и спать. Так, выцарапай автограф. Ну да, потом человек их не продаст. Давайте. Ну ладно. Это какой-то хардкор. Можно сказать, что я ведусь на какую-то лабутень. Я ставлю здесь точку. Без автографов. Вот с такой точкой уйдут наушники. На следующем стриме разыграем тогда их. И человек расскажет, помрут у них быстро они или нет. Я бы даже не собирался продавать маркером. Угу. Но уже точку сделал, перманентным. Так. Человек разыгрывает наушники бесплатно, народ требует пруфов. Так, Ренат, перманентным кроссы, чтобы не скользили на мокром асфальте. Так, давайте, в общем, по чесноку. У меня есть два фаворита. Алекс Тарантино и Сет Бедлам. И по чесноку давайте одному из вас я вам зашлю наушники. Мужики, потому что вы у меня самые древние. Напишите мне оба ВКонтакте, спешитесь сами. И мы с вами монеткой решим, кто из вас. Окей? По чесноку.
А тот, кто второй не получит наушников, потом что-нибудь от меня получит, как древние. Никому не обижаться, хорошо? Потому что все эти заморочки с розыгрышами, у меня и так 3 розыгрыша на канале, я слишком сильно запариваюсь с этим делом. Вот так мы все быстро и решили. Спасибо распаковке, вы можете сказать, за то, что теперь вы сможете протестировать эти ушки. Атом, привет. Алекс, привет. Алекс, единственное, с Эдом решите. Но я говорю, при любом раскладе, при следующей, а я уверен, что следующая ситуация подобная будет довольно скоро, я кому-нибудь из вас, со второму человеку зашлю что-нибудь. Так что можете в комментах даже один другому написать и списаться как-то. Решим, кому я пришлю. Так. Что стоит купить? Huawei X9 китайскую версию или режим 8 Pro? Redmi, наверное. Redmi 8 Pro я бы взял. Бро, что брать все-таки? Redmi Note 8 Pro или Note 8? Note 8 Мишкара. Он такой же, как и семерка. Поэтому если брать, то 8 Pro. Stargate, ну ладно. Stargate, ты тоже древний, все нормально. Все постепенно будет, слышишь? Постепенно буду рассылать товары, давайте только не сразу. Mi 9 норм телефон. У меня есть Ильяс на него обзоры, мне он не дико понравился, но на тот момент он стоил очень дорого. То есть я на этот момент, Huawei бери, я на тот момент, когда делал обзор, он стоил, мне обошелся почти в 40. В общем, вы можете посмотреть, послушать. Поэтому я был о нем плохого мнения. Сейчас допилили прошивку, упала цена, поэтому, наверное, все-таки он хороший уже стал. Но за те деньги, что он изначально продавался, это был космос просто и перебор по полной программе. Дальше. Есть еще вопросы? Нет вопросов. Давайте стрим скоро у нас кончится. У меня сегодня культурный шок. Мало того, что 10 миллионов просмотров, мне еще и блогер, у которого почти 4 сотки подписчиков, если не 4 сотки написал. Очуметь. Подожду следующий раз. Алексу я люблю уши такого плана. Ну хорошо. Так. Ну хорошо. Окей. Тогда Сэд, кому? Кто там второй? Второй товарищ? И у меня мало того, что с именами, с памятью проблема, так еще и... Алекс, ты сможешь сделать? Слышишь, пиши давай. Вы расхваливаете Xiaomi, не любите Huawei, наталкивает на мысли. Арма. Сказать, что я ругаю Huawei, ничего не сказать, учитывая, что я 10 тысяч раз повторяю, что основной мой телефон Huawei P20 Pro, ни на что я его не променяю, максимум на P30 Pro. Поэтому можете наталкивать на мысль себя или нет. Просто-напросто их часы мне не нравятся, допустим. Вот так. Тесты в играх. Это то же самое, стресс-тестов 8 было, это аналог теста в играх. Алекс, окей, напишу. Да, напиши мне в ВК, куда послать, и завтра, послезавтра я тебе вышлю. Когда 8 Pro в продаже появится? Я думаю. 26 сентября у нас будет глобалка, и после 26 сентября я уверен, что телефон появится уже там плюс-минус неделю на других рынках. Главное глобалка, чтобы появилась на английском языке, а все остальное лабутень. Главное, чтобы еще плюс там Google Pay работал. Вот. Так. А Huawei будет 4G работать в России? Конечно же будет. Интересно прям, что написала распаковка. Сейчас гляну. Приходько опять понеслась. Я не буду сейчас ничего говорить, но пока это уже какой-то перебор. Мало того, что меня через левые каналы хейтили, так теперь еще и напрямую, ну фиг с ним. Извините за мой французский. Помнишь, обещал игровой тест с FPS записью? Да, помню Stargate. А помнишь, что я говорил, что я в понедельник с утра ушел на работу и только пришел? Главное, чтобы Майн тащил. Зеленый свет хорошо смотрится или лучше белый? Я думаю, зеленый интересней. Вот. Напоминаю, что кто новенький, не забываем прожимать лайки, подписываться на канал. На канале в основном основное направление это обзоры. Обзоров у меня больше 300 штук на различные девайсы, в основном девайсы хейтю, но вот так. Выше задал вопрос про автотовары. Пользуешься или что? Или что-то? Нет, не пользуюсь, у меня машины нет. Но я договорился уже с товарищем потестить Xiaomi-шную камеру для тачки. Притом очень многие мои знакомые именно ей пользуются.
Так, Xiaomi 71, а чат идет тихо. А смотрит 71, да нормально. Не-не-не, Red это более чем хороший чат. Эх, хорошо. Дальше. Дальше у нас уже почти закончился тест, 80%. Я думаю, после того, как мы его жестко прогоняли, он не особо много покажет, но посмотрим. Притом я еще раз напоминаю, что при тестах во время того, как я снимал обзор на этот телефон, он показывал у меня максимум 242 тысячи в Antutu, а при прогреве получается аж, ну, во время, точнее, стримов 280 показывает. Я не знаю, с чем это связано, но вот так. 2 недели прошло с выхода ролика про мини-приставку. Помню, будто вчера смотрел. Да, и вы заметили, Илья, что несмотря на то, что там розыгрыш наушников, особо людей их много не посмотрело. А вот по поводу часов, что если наберут 5000 лайков и я их разыграю, ну уже 3200 человек за 3 дня проставило лайки, поэтому более чем реально. А для телефона Samsung какие ТВС наушники порекомендуешь? Любые, Ван Fender, любые. Какая разница, какой телефон? Главное, чтобы у вас Bluetooth нормальной версии был, потому что очень часто наушники подлагивают не по причине того, что они сами по себе плохие или у них плохой модуль Bluetooth, а потому что телефончик старенький просто, вот и все. Хочу заказать 70 Mai Pro. Можешь ли перепрошить на русский? Можно, да. Лонсек, вроде бы на 4 PDA есть перепрошивка, и вроде бы именно, по-моему, именно эту камеру я и заказал. В Havit i91 звук хороший, я знаю, что выглядит ужасно, просто хочу в коллекцию. Нет, звук хороший, просто они большие очень. И не факт, что они вам зайдут. Посмотрел твой ролик про курение, все бросаю, 26 лет курю. Серега, это самое сложное. Я считаю, что алкоголь бросить очень легко, либо какие-то другие пороки. А сиги это прям вообще зло мрачное, и их очень-очень сложно бросить. Ждем тест-камеры для авто. Алексей, я тоже ее жду для того, чтобы сделать тест. Мне кажется, что он будет интересный. А во-первых, это что-то новое для меня, во-вторых, что-то новое для меня. И в-третьих, вообще интересно, когда тебе попадается девайс в той категории, в которой ты еще ничего не тестировал, и начинаешь ты в этом деле разбираться. Во всяком случае, я уже знаю, каким образом его протестировать. Вот. Вы коллекционируете наушники? Нет, Stargate, я их закупаю, потом, после того, как я их закупаю, часть мне их присылают. Вот, допустим, вы можете посмотреть на канале, я часто говорю, когда мне что засылают. И смысл в том, что иногда мне даже засылают какие-то наушники, а потом пишут, что давайте, точнее не засылают, а иногда их покупаю. Вот у меня было так с Funkel W1. Я их заказал, а потом мне их еще и заслали. Ну, Stargate, скузи, давайте вот так. Дын-дын-дын, вроде не прыгает. Вот у нас Antutu. Antutu показала что? Температура вот такая, 71 градус, окей. И все, в принципе. Все важное, что мы могли сегодня узнать об этом телефоне при 8 стресс-тестах и одном бенчмарке, мы получаем 279 тысяч, что очень круто. 59% батареи съела. Стрим у нас идет, сейчас посмотрю сколько, 2 часа и 22 минуты. То есть телефон 4 часа в игре PUBG сможет жить спокойно. Температура у нас максимальная была 48 градусов. Сейчас уже он моментально остывает. То есть только прошел тест, телефончик остыл. Итог – годнота. Я не знаю, обычно говорят, да, молодежь говорит годнота. Дальше вы коллекционируете фокус прыгает. Что за ручка? Это стилус от Безуса. По-моему, баксов 8 стоил. Скиньте мне вопрос, я вам скину ответ. Ходят слухи, что китайцы научились обманывать бенчмарки, чтобы баллы от троллинга не падали. Хорошо. Хочу купить китайский Huawei X9. Будет ли у него работать 4G в России? Какие ждут от меня подводные камни? Скорее всего, будет
Вот так же, как говорили, на Honor 8 Pro не работает 4G, у меня великолепно работает. Будет ли тест IP-камеры 360 Midge? Нет, скорее всего, мне она не особо интересна. Не забываем прожать лайки, все, заканчиваем, говорим друг другу до свидания и пишем, что интересно вам на обзоры. Вот. Кому написал, чтобы посылать наушники для тестов, напишите мне адрес. Завтра замутим. За 20к телефон крутой. Очень, Redvoy. Я прям рад. Все. Спасибо, что были на стриме. Стрим был долгий, для многих мучительный. Кто-то не выдержал, кто-то выдержал. Анатолий, вам спасибо, Кенни, спасибо. Я не собираюсь так часто делать стримы, просто-напросто сейчас много интересных аппаратов, и очень хочется рассказать все, не хочется просто тупо сидеть и нарезать потом 1,5 минуты, когда можно с вами еще поболтать. И вы плюс реально знаете, вот как он живет. Те, кто делали хоть раз стресс-тесты, понимают, что телефон живучий. Все, всем счастливо, почти 12 часов ночи по Москве. Спасибо, что были на стриме. Вот, уже 4-й раз говорю счастливо. Good luck. Сет, да, счастливо. Лонцик, удачи. Я держусь, чтобы не уйти спать. Все, пора спать.